возвращаясь в столицу вместе со своими друзьями Химмелем, Хайдером и Айзеном, после того, как они наконец победили короля демонов, за которым охотились 10 лет. Когда на горизонте появляются стены столицы, Химмель и остальные зовут Фрейю, чтобы она полюбовалась красивыми стенами и обсудила дальнейшие планы, ведь они все уходят на покой. Фрейя, которая не чувствует, что время прошло, просто игнорирует стены и болтает с тремя друзьями, которые очень волнуются о том, что их ждет в будущем. В конце концов, они смеются и шутят, как настоящие друзья. Вскоре они прибывают в столицу и встречают их как героев, которыми они и являются. Вскоре после этого они предстают перед королем, который лично благодарит их за победу над королем демонов и за то, что их королевство вступило в долгий период мира. После аудиенции герои отдыхают до наступления темноты, чтобы посетить фестиваль в их честь. Когда темнеет, Химмель и Айзен наслаждаются городскими деликатесами, а Хайдер, который в то время был священником, напивается в стельку. Вскоре Химмель замечает, что Фрейя грустит, и просит ее взбодриться и порадоваться, ведь король собирается поставить им памятники на площади. Фрейя игнорирует его и продолжает ждать окончания праздника. Примерно через час все герои собираются вместе, чтобы посмотреть на небо и попрощаться. Вспомнив несколько неловких и забавных моментов за эти 10 лет, в том числе и глупые решения, которые они принимали во время своих приключений, все, кроме Фрион и Фри, рассмеялись. Когда шум утих, герой Хемель поблагодарил всех за то, что они сделали эти 10 лет его жизни веселыми. Фри, как всегда, испортила настроение и сказала, что они провели вместе всего 10 лет, так что это не так уж и важно. Зная, какой избалованной и грубой может быть Фрион, Хемель проигнорировал ее и повернулся к своим коллегам, чтобы посмотреть на метеоритный дождь, который, как говорят, бывает раз в 50 лет. Пока они наслаждались этим зрелищем, которое бывает раз в жизни, Фри снова испортила настроение, сказав Хемелю, что из города не так хорошо видно. Чтобы помочь ему, она пообещала отвезти его в одно место через 50 лет, чтобы они могли лучше рассмотреть это зрелище. Если, конечно, он будет еще жив. Хемель кивнул и продолжил смотреть. На следующее утро Триан покинул столицу, чтобы продолжить исследовать окраины континента в поисках заклинаний и всего остального. Хотя Хемель и двое других все еще не понимали, как она воспринимает время, они все равно желали ей удачи. Так проходили дни, недели, месяцы и годы, пока Фри продолжала исследовать континент. За эти годы она приобрела столько знаний и опыта, что решила сделать перерыв. После 50 лет странствий по континенту и сбора заклинаний, она наконец решила отдохнуть. Однажды Фри зашла в местный антикварный магазин, чтобы купить рог теневого дракона. К сожалению, там его не оказалось. Фрин внезапно вспоминает, что во время их завоевательного похода они нашли его в замке короля демонов и оставили ему. Через несколько недель должен был начаться метеоритный дождь, и Фрин вспомнила о своем обещании и решила его выполнить, как только получит рог дракона. После почти месячного путешествия Фрин наконец-то добралась до города. Прогуливаясь по улицам, она заметила, что город сильно изменился. После долгих поисков Фрин наконец нашла Хемела. К сожалению, он сильно постарел за 50 лет, что она его не видела, и был очень слаб. Фрин сразу же спросила о роге, за которым пришла, и Хемел сказал, что все это время хранил его в своем кабинете. Фрин отругала его за то, что он прятал такую опасную вещь у себя в комнате, но Хемелу было все равно. Он просто отдал ей рог, и Фрин отправила его обратно с помощью своей волшебной птицы. Затем она осмотрела статуи, которые они тогда сделали. Налюбовавшись, она вернулась в город и попросила Хемела собрать вещи, чтобы они могли еще раз посмотреть на метеоритный дождь эпохи. Вскоре они отправились в путь и остановились, когда увидели Айзена, гнома и Хайдера, который теперь был епископом священного города, у городских ворот. После теплого приветствия, которое они оказали друг другу, Фрин ведет их на недельную прогулку в то самое место, куда она обещала их отвезти 50 лет назад. По дороге они вспоминают былые времена и участвуют во всевозможных приключениях. Когда они приходят туда, то ложатся на мягкую траву и еще раз наблюдают за метеоритным дождем. Хемель благодарит Фрин за то, что она сдержала обещание и помогла ему в последний раз насладиться жизнью со своими друзьями, прежде чем он умрет. И несколько месяцев спустя Хемель наконец-то уходит в мир иной. Во время его похорон Фрин наблюдает за процессией вместе с Айзеном и Хайдером. Когда горожане прощаются с героем, они замечают, что лицо Фрин ничего не выражает, и оскорбляют ее за то, что она притворяется. Когда Хемеля хоронят, Фрин наконец дает волю слезам, осознав, как глупо она себя вела, даже не попытавшись узнать Хемеля получше перед его смертью. Через час после похорон Хайдер садится в карету и уезжает обратно в священный город. Перед отъездом он прощается с Фрин, как будто знает, что больше никогда ее не увидит, и просит ее выпить с ним, когда она будет в священном городе. Фрин спрашивает, не боится ли он смерти, и священник отвечает, что не боится, потому что они все будут на небесах вместе. Вскоре после его отъезда Фрин поворачивается к гному и просит его стать ее
ее телохранителем. К сожалению, Айзен тоже стареет, и он говорит ей, что больше не может работать. Френ немного грустит, но в конце концов улыбается Айзену, своему дорогому другу. После долгих лет разлуки она отправляется на поиски Хайдера. После очередного блуждания по лесу, она наконец встречает маленькую девочку с фиолетовыми волосами. Девочка кажется Френ милой и спрашивает, что она делает в лесу. Френ отвечает, что ищет мужчину по имени Хайдер, и девочка с фиолетовыми волосами отводит ее в хижину, где живет Хайдер-священник. Там Френ встречает своего старого друга с седыми волосами и немного шутит с ним, прежде чем они садятся пить чай. Когда они становятся серьезными, Хайдер представляет Френ девочке с фиолетовыми волосами, Ферн, военной сироте, которую он когда-то спас. Когда он спрашивает, зачем она пришла, Френ отвечает, что хочет отплатить ему за все, что он для нее сделал, пока он еще жив. Хайдер усмехается и просит ее об одолжении. Френ соглашается, и он просит ее взять Ферн в ученицы, потому что она хорошо владеет магией. Френ сразу же отказывается, боясь, что Ферн станет сильнее, а потом умрет. Далее Хайдер просит ее об еще одном одолжении, и на этот раз он ведет ее в свою библиотеку и достает зашифрованный гримуар Уйга Мудрого. Он просит ее помочь ему расшифровать гримуар, так как, по слухам, в нем есть утерянные заклинания бессмертия и воскрешения. Френ открывает книгу и жалуется, что все это выглядит слишком пафосно. Когда она наконец задумывается о том, что будет дальше, она просит мужчину рассказать, почему он хочет, чтобы гримуар был изучен, если он боится смерти. Хайдер отвечает, что тогда он просто храбрился, а на самом деле боится смерти. Фрерин ругает его и говорит, что ей нужно 5 или 6 лет, чтобы расшифровать весь текст. Хайдер просит ее научить Ферн магии. Итак, Фрерин идет в лес и видит, что Ферн стоит на краю обрыва и смотрит на большой валун на другой стороне горы. Фрерин замечает, что девочка хорошо управляет своей маной и видит в ней большой потенциал. Ферн демонстрирует свои навыки, выстреливая магическим лучом в камень, но, к сожалению, не попадает. Она немного смущается и спрашивает Фрерин, что ей нужно сделать, чтобы стать сильнее. Фрерин спрашивает, правда ли она любит магию. Когда Ферн отвечает утвердительно, она улыбается и начинает учить Ферн магии. На первом уроке Фрерин объясняет Ферн, что такое контроль над магией и сила маны, сидя на берегу реки. И говорит, что ей предстоит пройти долгий путь, прежде чем она научится увеличивать количество маны в своем теле. Когда Фрерин замечает отчаяние на лице Ферн, она говорит, что ей стоит гордиться своим контролем над магией, потому что в ее возрасте почти никто не может так управлять магией. Ферн благодарит Фрерин и продолжает жить. В течение следующих нескольких лет Фрерин расшифровывает гримуар Юи, одновременно обучая Ферн магии. Что касается Ферн, она тренировалась день и ночь, чтобы накопить достаточно сил и маны для завершения своей миссии. Однажды Хайдер, который уже был очень стар и немощен, застал Френ в библиотеке за расшифровкой гримуара. Он подошел к ней и спросил, как продвигается дело. Френ ответила, что хотя Ферн и занимается расшифровкой, ей еще предстоит многому научиться, чтобы стать настоящим магом. Продолжая говорить, Френ замечает, что Хайдер потерял сознание и очнулся только через несколько часов в своей постели. Она же, равнодушная к тому, что происходит с бедным Хайдером, просто сказала ему, что будет работать быстрее, чтобы расшифровать гримуар и помочь ему. Для этого она сначала попросила Ферн прекратить тренировки, чтобы побыть с Хайдером в его последние минуты жизни. Когда она добралась до знакомой скалы, то увидела, что Ферн изо всех сил пытается ударить по камню, и сказала ей, чтобы та прекратила тренировки и была рядом со своим учителем. Но Ферн вспылила и рассказала, как она встретила Хайдера. Тогда она потеряла всю свою деревню и семью и осталась единственной выжившей. Хайдер нашел ее, когда она собиралась прыгнуть со скалы и покончить с собой. К счастью, его слова тронули ее сердце, и он смог ее спасти. Теперь, когда у нее есть шанс отплатить Хайдеру за спасение, Ферн не хочет, чтобы он жалел о том, что спас ее. Будь то становление магом или изучение других навыков, она хочет сделать что-то, чтобы почтить память Хайдера, прежде чем он умрет. Услышав все, что она хотела сказать, Френ оставляет ее и продолжает расшифровывать гримуар в течение следующих нескольких недель. Ферн продолжает практиковаться в магии, пока не почувствует себя достаточно уверенно, чтобы попробовать снова. Однажды она наконец-то заканчивает переводить весь гримуар. Оказывается, там нет ни заклинания бессмертия, ни воскрешения, и Хайдер вроде как знал об этом. Вместо того, чтобы устраивать скандал, он сохраняет спокойствие и продолжает надеяться на скорую смерть. За несколько часов до своей кончины Хайдер просит Ферн рассказать, как у нее дела. Ферн говорит, что у нее все хорошо, и Хайдер просит ее взять ее в ученицы, особенно сейчас, когда Ферн достаточно сильна, чтобы сражаться на ее стороне. У Ферн нет выбора, ведь это последняя просьба ее старого друга. Однако, прежде чем отпустить ее, Хайдер просит Ферн забрать деньги из ящика в доме и уйти до наступления ночи, потому что боится, что может умереть в этот день. Ферн просит Хайдера попрощаться с ней как следует, чтобы она не чувствовала себя брошенной. Услышав это, Хайдер впечатлен своей юной подругой и называет ее очень доброй девушкой. Когда Ферн выходит из комнаты, Хайдер спрашивает, почему он спас ее. Немного подумав, Хайдер отвечает, что так поступил бы Хемель.
После этого Фрерин приходит на утес и узнает, что Фёрн уже выполнила задание. Вскоре после этого Фрерин приходит на могилу Хайдера и выливает на нее 2 бутылки спиртного в память о нем. Совершив погребальные обряды, она уходит со своей новой ученицей Фёрн. В следующей сцене Фёрн и Френ, ее хозяйка, помогают старому фермеру собирать урожай тыквы с помощью магии и получают свиток с народными магическими рецептами, как заваривать чай. Фёрн замечает, что плата за это абсурдная, и спрашивает Френ, почему она не берет деньги. Френ отвечает, что это ее хобби, и она должна это делать, чтобы не чувствовать себя чужой. Во время следующего визита в город они встречают травницу, которая ведет их в лес, чтобы показать ужасную статую героя Химмеля. Женщина так хорошо помнит героя, потому что он спас ее, когда она была намного моложе, а на их деревню напал демон. Поэтому ей жаль Химмеля, которому так испортили статую. Тогда Фёрн говорит, что это ему только на пользу, ведь Химмель доставлял много хлопот во время создания статуи. Френ немного удивляется словам Фёрн, но разрешает эльфийскому магу Фрину заняться чисткой статуи. Когда они заканчивают, женщина смотрит на простой пергамент с травой вокруг статуи и загадывает, чтобы вокруг было немного больше цветов. Поскольку у Фрин были заклинания, которые могли вырастить цветы, она решила украсить землю вокруг красивыми цветами. Но какие именно цветы выбрать, она решает сама. Это будут цветы голубой луны, которых она никогда раньше не видела. Фёрн спрашивает, почему она выбрала именно эти цветы, и Френ отвечает, что они растут в Химмельстауне. Чтобы воссоздать эти цветы, Френ придется найти изображение таких цветов, чтобы представить их мысленно. К счастью, у травницы был список, и она отвела девочек к себе домой и показала им изображение цветка. Увидев, как он выглядит, Френ решает отправиться на поиски цветов, чтобы сделать из них зелье. Она зовет Фёрн, чтобы та помогла ей, но потом видит, что Фёрн прячет от хозяина крыс-грызунов. После нескольких разговоров они выпускают крыс в лес и обсуждают, как найти и изучить цветы голубой луны, чтобы создать из них зелье. Фёрн не против, и они отправляются в путь, чтобы найти цветы голубой луны. Они ищут их в ближайших деревнях целых полгода, но ничего не находят. Наконец, девочки решают попробовать что-то новое. Но на этот раз им нужно вернуться к травнице и обсудить с ней кое-что еще. Травница была рада, что они так долго искали, но Френ не думала, что это заняло так много времени. Когда травница спрашивает Фёрн, как продвигаются поиски, Фёрн отвечает, что никак, и жалуется на то, что Френ одержима магией. Услышав жалобы Фёрн, травница смеется и достает мешочек с лекарственными цветами, чтобы отдать его Фёрн, и советует поговорить с Френ о своих проблемах. В следующей сцене Фёрн высказывает все, что думает улыбающийся Френ, а потом показывает ей мешочек с лекарственными цветами, которые травница просит их посадить. Пока они разговаривают, крыса-грызун крадет мешочек с семенами и убегает в лес. Фрин и Фёрн осторожно следуют за крысой семенем, отложив разговор на потом, пока наконец не находят их главную базу. По дороге Фрин снова спрашивает Фёрн о ее странной одержимости, и Фёрн отвечает, что это потому, что она любит магию. После очередного воспоминания Фёрн и Фрин наконец понимают, где крысы-семена прячут свои сокровища. Добравшись до основания башни, они находят лепестки знакомого голубого цветка. Затем Фрин взлетает, чтобы добраться до вершины башни, и наконец видит заросли голубых цветов лунной травы. Она вспоминает, что Химмель рассказывала ей о том, какие красивые эти цветы, и теперь, когда она их увидела, она счастлива как никогда. Фёрн задает глупые вопросы, пытаясь понять, почему Фрин так любит магию. В конце концов, Фрин объясняет ей, что к чему. Несколько дней спустя они возвращаются к статуе и сажают вокруг нее цветы вместе с травницей. Еще немного поболтав, Фрин надевает на голову Химмель цветочную корону и желает ей спокойной и достойной жизни после смерти. Несколько месяцев спустя Фрин и ее ученица отправляются в другой город на поиски заклинаний. Когда они приезжают, Фёрн говорит своей наставнице, что пора разделить расходы и купить все необходимое для выживания. Перечислив все необходимое, Фёрн вдруг вспоминает, сколько денег ее наставница потратила впустую в прошлом, и единственная разумная покупка – это книга по истории магии. Вскоре они добираются до перекрестка, где Фрин расстается со своей ученицей и идет за покупками. Боясь, что она снова потратит деньги впустую, Фёрн следует за своей хозяйкой по всему городу, пока та не заходит в магазин аксессуаров с растерянным видом. Фёрн прячется за фонтаном и видит, что лицо хозяйки выглядит обеспокоенным. Прежде чем она успевает понять, в чем дело, появляется бездомная кошка и здоровается с ней. Погладив кошку, Фёрн поднимает глаза и видит, что хозяйка расплачивается за что-то в маленькой коробочке, которую держит в руках. Не выдавая себя, Фёрн идет за хозяйкой в бедный район города и видит, как та спрашивает у прохожего, где можно купить сладости и десерты. Фёрн с удивлением следует за хозяйкой в таверну, куда та направилась, и не удивляется, когда видит, что на нее глазеют курящие и сумасшедшие парни. Хозяйка спокойно спрашивает у них, где можно купить сладости и десерты, и они ведут себя гораздо вежливее, чем выглядит. Они подсказывают ей, где находится популярная кондитерская, и провожают ее до выхода. Фёрн продолжает следовать за хозяйкой, пока не вспоминает, что еще не закончила свои покупки. Позже вечером Фёрн приходит в гостиницу и видит, что хозяйка уже там. Она извиняется за опоздание и быстро устраивается. Вскоре хозяйка приглашает ее на десерт, и Фёрн неохотно соглашается.
Когда они приходят в кондитерскую, то любуются потрясающим видом на город, и хозяйка говорит своей ученице выбрать все, что она хочет, ведь она копила на это. Ферн рассказывает о любимом десерте Эф, муре или пудинге, и это помогает ей вспомнить одно из их совместных воспоминаний, когда они были младше. Тогда Фэн очень расстроилась, что не знала, какую еду они любят, поэтому они рассказали ей все, что ей нужно было знать. Далее Фэн достает коробку, которую она принесла, и отдает ее Ферн, которая вдруг вспоминает, что сегодня у нее день рождения. Ферн открывает коробку и находит красивое украшение для волос, благодарит Фэн за подарок и за то, что та пытается узнать ее получше. На следующий день Фэн и Ферн продолжают свое путешествие. По дороге Ферн спрашивает свою наставницу, чего ей ожидать от этого путешествия, и Фэн отвечает, что хочет повторить приключения, которые были у них с Хемелом и остальными, чтобы они не стерлись из ее памяти. Услышав это, Ферн впервые улыбнулась, когда Фэн сказала что-то, что имело для нее смысл. Она немного подразнила свою наставницу, прежде чем замолчать и продолжить путешествие. Когда они находят старый пергамент с картой, Фэн решает научить Ферн защищаться с помощью магии. Оценив ее боевые навыки, Френен увеличивает сложность и атакует ее на 360 градусов. Хотя Ферн терпит поражение в тренировке, она все равно кое-чему учится у своей наставницы. После тренировки они продолжают свое путешествие. По дороге к конечному пункту назначения они обсуждают защитную магию и лучшие условия для ее применения. Потому как Ферн говорит о магии, Френ понимает, что она не читала книгу по истории магии. Она ругает свою ученицу и называет ее лентяйкой за то, что она не занимается учебой. Ферн принимает это и продолжает путешествие со своей наставницей. По пути они добираются до соседней деревни, где Френ встречает знакомого, который отводит ее к месту, где запечатан старейший демон коррупции Кэл. Для справки, Кэл — демон, который 80 лет назад устроил хаос на территории государства, прежде чем его запечатал герой Хемель и его команда. Френ знает, что со временем печать ослабеет, поэтому она пришла, чтобы победить демона раз и навсегда. По пути старик рассказывает Френ, что Хемель каждый год приезжал в деревню, пока не перестал приезжать около 30 лет назад, чтобы проверить состояние печати. Каждый раз, когда он приезжал, он называл Френ плохой, потому что она ни разу его не навестила. К счастью, Френ не забыла о печати и пришла сюда, чтобы выполнить свое обещание и уничтожить монстра навсегда. Когда они добираются до печати, Френ чувствует, что она ослабла. Поэтому она решает отдохнуть и вернуться на следующий день, чтобы победить Кэла. В ту ночь Френ спрашивает своего учителя, почему она запечатала Кэла, а не уничтожила его тогда. Френ отвечает, что он был слишком силен, чтобы они могли победить его. Даже будучи демоном, маг Кэл все еще внушал людям страх как могущественный волшебник. Сотни заклинаний, которые он создал, до сих пор используются, и люди должны быть благодарны за это. После того, как Френ приводит безумные статистические данные, чтобы показать, насколько силен демон, она пугается и спрашивает учителя, справится ли она с таким врагом. Френ просто встает и спрашивает, читала ли она вообще книгу по магии. Френ сглатывает и отвечает, что нет. Чтобы не тратить больше силы на болтовню, Френ ложится спать и готовится к предстоящему дню. На следующий день Френ и Ферн подходят к печати демона, вооруженные и готовые к бою. Когда наступает время, Френ снимает печать и возвращает демона к жизни. В первые минуты своей новой жизни демон вспоминает о старых временах с Френреном и спрашивает о короле демонов. Когда он узнает, что Френ убил его короля демонов, большой демон решает отомстить за него. Он вытягивает руку и произносит единственное разрушительное заклинание, которое знает Золтрак. Но на этот раз он потрясен, когда Ферн успешно отражает атаку. Пока он размышляет, как Ферн смогла отразить самое мощное атакующее заклинание, которое он когда-либо создавал, Френ объясняет, что люди изучали его заклинания десятилетиями, чтобы разработать новые заклинания, способные противостоять таким мощным атакам. Теперь Золтрак — это обычное атакующее заклинание, которое не представляет угрозы ни для одного мага. Кэл анализирует защитное заклинание и понимает, что оно требует много маны. Ему нужно лишь увеличить свою атаку и измотать их. Во время следующей атаки Френ говорит Ферн, чтобы она вспомнила свои тренировки и защищалась, пока он делает что-то за кадром. Следующие несколько минут Кэл направляет всю свою силу на Ферн, которая отражала все его атаки. Он не заметил, что Ферн уже приготовила для него угощение. Когда он это понял, было уже слишком поздно, и он использовал то же атакующее заклинание, чтобы уничтожить его. Кэл мгновенно становится демоном прошлого, а Френ возвращается в деревню, чтобы сообщить хорошие новости. Она замечает странную шляпу и вспоминает старика, который много лет назад задрал ей юбку. «Как быстро летит время», — говорит она и улыбается, думая о том, как забавно люди живут. Получив награду, она вместе с Ферн отправляется дальше, в соседний город, и по дороге они болтают как старые друзья и любуются пейзажем. Примерно через год Ферн и Френ приезжают в Грац, расположенный в центре страны, чтобы поработать и собрать народную магию, прежде чем продолжить путешествие. После нескольких дней поисков они наконец-то встречают старика, который отводит их к грязному пляжу и просит помочь очистить его. В качестве оплаты он предлагает им поддельную книгу, якобы написанную легендарным магом Фламом. Френ проверяет книгу и спрашивает, есть ли
ли у них в деревне еще какие-нибудь гримуары. Когда старик отвечает, что больше нет, она все равно решает помочь ему очистить пляж. Ферн спрашивает, почему она согласилась на эту работу, и Френ отвечает, что она сделала это для себя. После этого они принимаются за работу. Несколько месяцев спустя, холодной зимой, Ферн утром выходит купить еды в местном магазине, а когда возвращается в свою комнату в гостинице, то приходит в ужас от беспорядка. Оказывается, она убралась накануне, но Френ умудрилась все испортить, прежде чем лечь спать. Разозлившись на Френ, она вырывает книгу у нее из рук и заставляет ее проснуться. Надев на нее одежду, Ферн тащит свою хозяйку на пляж, чтобы они могли продолжить работу. Когда они достигают цели, Ферн останавливается и спрашивает, всегда ли Френ была такой медлительной и раздражительной. Френ извиняется за свою медлительность и говорит, что она никогда не была жаворонком. Услышав это, Ферн спрашивает, не из-за этого ли у нее когда-то были проблемы, и Френ отвечает, что однажды такое было. После этого они продолжают складывать дрова в кучу. Когда они заканчивают, они сжигают все это и садятся ужинать. Их работодатель спрашивает, как продвигается работа, и Френ говорит, что они почти закончили. Мужчина вежливо просит их ускорить процесс, чтобы они успели до Нового года и смогли увидеть восход солнца в день Д. Френ игнорирует его и продолжает есть. На следующее утро во время работы Ферн спрашивает свою хозяйку, видела ли она когда-нибудь восход солнца. Френ отвечает, что никогда не любила рассветы и все такое. Чтобы избежать дальнейших вопросов, Ферн торопится закончить работу. В течение следующих нескольких недель они делают все возможное, чтобы ускорить процесс и выполнить как можно больше работы, чтобы убрать мусор до Нового года. После нескольких утомительных часов уборки и сжигания мусора они наконец заканчивают работу. Затем, в канун Нового года, они проверяют качество воды, пока не убедятся, что закончили работу. Мужчина приходит к ним в тот вечер и просит Френ прийти на восход солнца на следующий день. На обратном пути в гостиницу Ферн спрашивает Френ, как ей удается вставать так рано на следующий день, и Френ отвечает, что просто не ложится спать до рассвета, а потом сразу засыпает. Той ночью Френ вспоминает своих друзей, когда они были моложе и еще не расстались. Рано утром Ферн просыпается и видит, что бедняжка Френ спит. Перед рассветом она тащит свою хозяйку на смотровую площадку и заставляет ее стоять у перил, чтобы увидеть восход солнца. К счастью, солнце окрашивает море в городе в красивый желтовато-красный цвет. Френ быстро устает и просит Ферн отвезти ее домой. Но Ферн говорит, что ей, кажется, нравится это зрелище, потому что она улыбается от уха до уха с тех пор, как они пришли сюда. Френ внезапно понимает, что Ферн права, и остается там еще немного. Вскоре Френ вспоминает еще одно событие, которое произошло, когда они с друзьями навещали могилы членов семьи Эссена. На кладбище Хайдер священник молится за души усопших, желая им попасть в рай. Айзен тогда не верил в рай, поэтому спорил со священником о его существовании. К счастью, священник смог убедить и Айзена, и Химмеля поверить в рай. Почти 30 лет спустя Френ снова приходит на это место со своей ученицей и видит, как старый и сгорбленный Айзен снова молится за тех же людей. Она останавливается, когда видит карлика, и предлагает ему прогуляться. Хотя Айзену и не нравится ее грубость, он все равно приглашает Френрен и ее ученицу на чай. За чаем Френрен просит Айзена рассказать, что ему нужно, чтобы она могла это сделать. Айзен говорит, что писал ей письма, чтобы скрыть это от нее последние несколько лет, поэтому он знает, что Френрен задавала ему тот же вопрос перед его смертью. Френрен удивляется, услышав это, и Айзен говорит, что она не знала об этом, потому что ей было все равно. После обмена любезностями Айзен ведет Френрен к озеру Вол, куда она уже давно не заходила. Когда они приходят туда, Френрен спрашивает, зачем он ее привел, и Айзен говорит, что она здесь, чтобы помочь ему найти настоящий гримуар легендарного мага Флама. Френрен задает несколько вопросов и вскоре понимает, что Хайдер добился значительного прогресса в поисках настоящего гримуара. Вскоре они оказываются в густом лесу, где гном-викинг говорит им искать большое дерево. После нескольких бессмысленных фраз они наконец начинают искать дерево. На этот раз Френрен думает о чувствах Ферн и просит Айзена поторопиться, чтобы Ферн не злилась на нее. Айзен смеется. Через несколько недель поисков большого дерева они наконец добиваются успеха. Пока они идут по следу, Френрен спрашивает Айзена, почему он так хочет найти гримуар, и Айзен отвечает, что ему жаль ее. Когда она просит объяснить, Айзен говорит, что вспомнил, как она грустила на похоронах Хемеля, когда хотела узнать его получше. Чтобы помочь ей встретиться и поговорить с Хемелом, он собирается найти записи Фламы и выяснить, как общаться с мертвыми, ведь Флама описала эту процедуру в своих записях. Френ говорит Айзену, что ей сейчас не до Хемела, и что такие тексты считаются сказками. Айзен смеется и говорит, что все магические заклинания тоже когда-то были сказками, так что беспокоиться ни о чем. Кроме того, он уже обсудил это с Хайдером, и они вместе придумали план. Лучшее, что она сейчас может сделать, это следовать плану. Когда они подходят к большому дереву, Френ приближается к нему и вспоминает, как Флама посадила это дерево. Это было 1000 лет назад, когда Френ была еще подростком. В тот день Флама посадила это дерево, чтобы оно росло вокруг ее дома и скрывало ее книгу знаний от посторонних глаз. Перед тем, как уйти, она говорит Френ,
что однажды ей захочется вернуться сюда и забрать книгу. Теперь, когда она здесь, Френ использует свою магию, чтобы снять защиту и получает доступ в комнату за большим деревом. Френ немного удивлена, что Френ так хорошо знает это место, но когда Айзен говорит ей, что Френ была ученицей Фламы, она молчит. Проверив книгу, она узнает, что это место называется Иволга, и оно находится на самом севере континента. По словам Фламы, она нашла и поговорила с душами нескольких умерших друзей и хотела, чтобы Френ увидела это место. Френ начинает интересоваться этим местом и просит свою наставницу узнать, где оно находится. Френ осматривается и понимает, что это место находится в Нди, там же, где стоит замок короля демонов. Сначала Френ боится туда идти, но Айзен просит ее пообещать, что она придет туда и поговорит с Нимелем. После всех этих разговоров Френ отправляется вместе с Айзеном в замок короля демонов. По дороге Френ засыпает и жалуется на холод в северных землях. Вскоре Ферн начинает беспокоиться и просит Айзена объяснить, что случилось с ними тогда, что так напугало ее хозяина. Айзен говорит, что на севере по-прежнему холодно, и они должны быть готовы. Ферн молчит и продолжает путь, пока ей не надоедает, что Френ ведет себя так неосторожно. Айзен спрашивает ее о Френ как о хорошем хозяине, и Ферн рассказывает ему обо всем странном, что случилось с ней во время путешествия с Френ. В конце концов, она называет Френ странным человеком, которому, кажется, ничего не нравится. Услышав рассказ Ферн о Френ, Айзен вспоминает, как они впервые увидели метеоритный дождь. Прежде чем Хайдер прервал их разговор, Хемель и Айзен пытались убедить Френ взять ученика, чтобы ей не было скучно в пути. В конце концов, Айзен понимает, что Френ должно быть хороший хозяин, и они возвращаются к нему, чтобы он успокоился и отдохнул. Попрощавшись со старым гномом, Айзен желает Френ удачи в путешествии, которое займет много времени. Фрин делает паузу, чтобы вспомнить, когда в последний раз она была в таком месте. Закончив, она поворачивается к Ферн и сообщает, что их путешествие займет всего 10 лет. Когда мастер и ученица отправляются в путь, Ферн вспоминает, как в последний раз долго разговаривала с Хайдером перед его смертью. Тогда Хайдер пытался заставить Ферн вести себя хорошо под присмотром Фри, иначе он бы преследовал ее. Когда Ферн понимает его уловки, она отвечает и заставляет старика рассмеяться. Когда это чудесное воспоминание исчезает, Ферн просыпается лежа на плече у Фрин. Фрин, заметив, что ее ученица проснулась, говорит ей быть начеку, потому что они приближаются к следующему пункту назначения – Уиллоу-Ридж в центральных землях. Ферн делает как нужно, и вскоре они добираются до города, чтобы отдохнуть. Через несколько минут они заходят в магазин, чтобы купить припасы. Хозяйка магазина предупреждает их об ужасных призраках, которые бродят по горному перевалу, через который они должны пройти, когда покинут город. Фрин становится немного любопытной и спрашивает у нее больше информации о призраках, думая, что это могут быть просто монстры, нежить и тому подобное. Однако женщина советует ей расспросить людей в городе, чтобы узнать больше. Прежде чем вернуться в гостиницу, Фрин расспрашивает людей в городе, чтобы узнать больше о призраках, скрывающихся в горном перевале. Из их расспросов они понимают, что призраки, скрывающиеся в горном перевале, это души умерших, которые отчаянно пытаются связаться со своими живыми родственниками. Когда они добираются до гостиницы, Френ рассказывает Ферн о принципах работы нежити, объясняя, что это просто трупы, управляемые магией. Только на этот раз призраки выглядят совсем не так, как обычные мертвецы. Когда они поднимаются в свою комнату, Френ, кажется, боится того, как выглядит монстр, и просит Ферн просто попытаться забыть об этом, пытаясь представить, как он может выглядеть. Перед тем, как лечь спать, Ферн планирует уехать из деревни на следующий день, но Френ уговаривает ее остаться и помочь. На следующее утро они отправляются на горный перевал, чтобы исследовать местность, где видели призраков. Когда они добираются до места, где пропадают жители деревни, Ферн становится настороже и рассказывает своей наставнице об иллюзиях, которые используют монстры, чтобы заманивать людей в свои ловушки и пожирать их. Френ узнает одного монстра, который умеет использовать такую магию, и называет его имя Эйнзом. Эйнзом очень жадный и хитрый монстр, который питается только людьми. Он делает это, создавая фантомы, которые выглядят как мертвые родственники его жертв, чтобы заманить их в свое логово и сожрать. К счастью, монстры не представляют угрозы для магов, потому что их можно убить мощными заклинаниями. Френ спрашивает Ферн, сможет ли она убить фантом кого-то вроде Хайдера и не чувствовать себя виноватой. Ферн говорит, что ей не о чем беспокоиться, и они продолжают идти. Вскоре вокруг них сгущается туман. Ферн и ее наставница вооружаются, готовясь встретить и убить любого призрака, который появится. Через несколько секунд позади Ферн появляется Хайдер и окликает ее. Ферн оборачивается, чтобы увидеть призрака Хайдера, но не успевает выстрелить, потому что Хайдер говорит ей самые прекрасные слова, которые она когда-либо слышала. Она замирает и слушает сладкие речи фантома. Фрин понимает, что происходит, и готовится сама убить Хайдера. Но тут перед ней появляется Хемель.
Не обращая внимания на уродливое привидение, Фрин просит его сказать все, что он хочет, и Хемель велит ей застрелить его. Фрин без колебаний стреляет в него, и это подталкивает Ферн к тому же. Когда они наконец заканчивают стрелять, Ферн немного успокаивается и возвращается к реальности. Ферн говорит ей сохранять спокойствие, чтобы встретиться с настоящим Хайдером, когда они доберутся до Ориона. Услышав это, Ферн приходит в себя и продолжает следовать за своей хозяйкой. После нескольких часов пути они наконец добираются до величественного каньона в центральных землях. Там они прячутся, заметив, что в гнезде спит красный огненный дракон. Фрин осматривает кучу мусора, который дракон украл у искателей приключений, но потом замечает гримуар и сразу же решает его заполучить. Но для этого им придется как-то убить дракона. Для первой попытки Фриен заставляет Ферн атаковать дракона обычным заклинанием. Когда это не срабатывает и дракон просыпается, она бросает Ферн и оставляет ее сражаться с драконом в одиночку. Вскоре становится ясно, насколько опасен дракон, когда она сбегает и встречается со своим хозяином в безопасном месте. После долгих раздумий они наконец решают, что им нужен спутник. Той же ночью они возвращаются к Айзену и обсуждают это с ним. Айзен говорит, что им нужно найти его бывшего ученика, Старка, который сейчас живет в деревне неподалеку от каньона. Ферин спрашивает Айзена, хороший ли воин этот парень, но Айзен молчит. На следующий день они наконец добираются до деревни и тихо ищут этого парня. По дороге Ферин спрашивает про гримуар в логове дракона, и Ферин говорит, что в книге есть заклинание, которое позволяет видеть сквозь одежду. Пока они спорят о пользе этого заклинания, появляется старушка и сообщает, что Старк их ищет. По пути к убежищу Старка женщина рассказывает историю происхождения героя Старка. Оказывается, 3 года назад дракон напал на деревню и ушел после долгой битвы со Старком, который появился из ниоткуда. Услышав такую смелую историю, Ферин и Ферн начинают верить в мистера Старка. Когда они наконец добираются до его тренировочной площадки, они подходят к рыжеволосому парню, который пытается похвастаться шрамом, полученным в бою в молодости. Когда он узнает, кто такая Ферн, он становится серьезным и спрашивает, не послала ли его хозяйка, чтобы вернуть его домой. Ферн говорит, что ей нужна его помощь, чтобы он был их главным бойцом, и они вместе победили бы солнечного красного дракона. Прежде чем согласиться, Старк спрашивает Ферн, зачем ей так нужен гримуар в логове дракона. Френ говорит ему, что это потому, что ее подруга похвалила заклинание, которое она использовала, вот почему. Услышав все эти абсурдные вещи, Старк наконец соглашается помочь, но спрашивает Френ, сможет ли она победить дракона. Френ отвечает, что если он отвлечет дракона на 30 секунд, то она сможет наколдовать достаточно сильное заклинание, чтобы победить дракона. В ответ Старк спрашивает, зачем ему это нужно. Френ спрашивает, есть ли у него опыт борьбы с монстрами. Старк перестает притворяться крутым и начинает плакать, умоляя Френ спасти его жалкую жизнь. По его словам, 3 года назад ему очень повезло, потому что он замерз, пока дракон не убежал. Вскоре после этого жители деревни решили прославить его и назвали героем. Френу становится противно от его демонстрации трусости, и она просит своего учителя снять с него клятву. Френ, однако, подходит к расщелине в горе за спиной Старка. Потрогав ее, она уходит и говорит Старку, чтобы он взял себя в руки. Позже вечером Френ и Френни обсуждают героизм Старка с владельцами паба. Когда Френни начала оскорблять его, Френни напомнила ей, какой жалкой она была в своей первой битве с монстрами. Френни замолчала и вовремя доела ужин. Вскоре после этого Френни ушла в гостиницу и попросила Френни проверить, как там Старк, прежде чем ложиться спать. Когда Френни пошла к нему, она вспомнила, как несколько недель назад встретила Айзена и наконец поняла, откуда он родом. Что касается Ферн, то она приходит на тренировочную площадку Старка и видит, что он тренируется с мечом на горе. Она не верит своим глазам и окликает его. Старк оборачивается. Когда она наконец приходит в себя, то спрашивает парня, зачем он так усердно тренируется, если не собирается сражаться с драконом. Старк начинает снова, говоря Ферн, что он тренируется только для вида, потому что жители деревни думают, что его присутствие здесь защищает их от нападения дракона. Ферн отвечает и спрашивает, что он будет делать, если дракон нападет на деревню. Старк говорит, что ему придется защищать деревню, когда этот день настанет. Но он также может и убежать. Что касается шрама на лбу, Старк говорит, что получил его от своего учителя, а не от дракона, когда Айзен был им недоволен. Ферн берет его за руку и говорит, что, по ее мнению, он останется, если дракон нападет. Старк немного удивляется и спрашивает, не пытается ли она быть милой. Ферн рассказывает о своей первой встрече с монстром и о том, как она справилась с ним. Ферн оставила ее одну, и она бежала, спасая свою жизнь. В конце концов, она собралась с духом и победила монстра. Сказав это, Ферн говорит, что Старк действительно хочет защитить деревню, и этого достаточно, чтобы победить 10 красных солнечных драконов, если это потребуется для защиты деревни. После ее ухода Старк думает о том, что она сказала, и укрепляется в своем решении. Ферн возвращается в гостиницу и рассказывает своему хозяину о встрече со Старком. На следующий день они снова приходят на тренировочную площадку Старка и к своему разочарованию не находят его там. После безуспешных попыток заставить Ферн поиграть с драконом в салки, Старк наконец появляется. Перед сражением с драконом Фрион спрашивает Старка, почему он так заботится о деревне.
деревне. Старк отвечает, что за последние 3 года он полюбил жителей деревни и готов на все, чтобы защитить их. Услышав это, троица отправляется к гнезду дракона. Там Фрерин замечает, что у Старка дрожат руки, и слегка посмеивается. Когда Старк пытается обратить на это внимание, Фрерин говорит, что смеется, потому что именно так вел себя его учитель перед лицом любого серьезного противника. С этими словами Старк выходит вперед и оказывается перед драконом, не зная, что делать. Он понимает, что должен отвлекать монстра в течение 30 секунд, поэтому собирается с духом, чтобы побороть свой страх и сразиться с драконом. Приближаясь к дракону, он понимает кое-что о своем учителе и осознает, что бояться — это нормально, если у тебя есть решимость противостоять своим страхам. Начинается битва, и Фрерин вскоре понимает, почему Айзен тогда ударил своего ученика в доме. Очевидно, Айзен вовсе не был разочарован или зол на своего ученика. Скорее, он просто испугался того, насколько могущественным был Старк, и его тело отреагировало рефлекторно, напав на мальчика. Айзен понимает, каким могущественным станет его ученик в будущем, и очень оптимистично смотрит на его развитие. Теперь, когда Старк сражается с драконом, он делает все возможное, чтобы защититься от его атак. Когда он одерживает верх, Старк наносит сокрушительный удар, который повергает дракона. Через 30 секунд Старк кричит на Фрерин, призывая ее атаковать дракона. Фрерин, которая уже знала, что дракон мертв, ничего не делает и только сообщает об этом идиоту, выслушав достаточно оскорбления от этого парня. Через несколько минут девушки спускаются и благодарят Старка за то, что он победил дракона. Вскоре после этого Фрерин и ее ученица осматривают гору мусора, оставленную драконом. Старк рассказывает о том, что его учитель говорил ему об эльфийке, которая копается в мусоре перед ним. Фрерин вспоминает, как однажды ночью она сделала мороженое из магии, чтобы удивить своих друзей-путешественников. Айзен не видел смысла в такой бесполезной уловке, но Гемель, герой, был другого мнения. На следующий день Старк прощается с деревней и отправляется в путь вместе с девушками, получив подарки за победу над драконом. Пройдя еще несколько метров, они останавливаются, чтобы использовать заклинание из гримуара. В конце концов, они спрашивают парня, что он собирается делать дальше, и Старк отвечает, что отправится с ними в путешествие. После нескольких дней пути они наконец прибывают в город-крепость Ваал. Там они встречаются с огромным стражем на пропускном пункте в Северные земли, который не пускает их за ворота, так как считает, что Северные земли слишком опасны для них. Когда его вызывают в дом Костеляна, огромный мужчина встает и предупреждает Фрерин и детей, чтобы они были осторожны и вели себя прилично, прежде чем идти к Костеляну. Вскоре после его ухода Фрерин и остальные исследуют город и продолжают развлекаться, пока не пройдут через пропускной пункт, что может занять несколько лет. Старк и Ферн удивленно смотрят на беззаботность формы. Когда она уходит, они расходятся, чтобы насладиться городом. Что касается Старка, он идет в ближайший ресторан, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусным, на что он жалуется и ворчит. Вскоре к нему присоединяется Ферн и садится рядом с ним, заказав стакан молока. Старк спрашивает, почему она такая злая, и Ферн спрашивает, готов ли он провести еще 2 года в городе, ожидая, когда откроют пропускной пункт. Когда Старк говорит, что нет, она предлагает ему пойти с ней, чтобы они вместе нашли способ выбраться из города. Когда они выходят на улицу, Старк предлагает перелететь через высокую стену, но, к сожалению, там тоже есть барьер, который мешает это сделать. В следующих нескольких сценах они расспрашивают местных жителей и торговцев о том, как пройти через пропускной пункт. Ферн сразу же соглашается и расспрашивает каждого проходимца, которого они встречают в трущобах города. Они долго просят об одолжении, но так ничего и не узнают. Старк решает пойти в полицейский участок, потому что терять уже нечего. Прежде чем они доберутся до этого, Ферн спрашивает его, почему он так торопится пройти через ворота. Старк говорит, что у него мало времени. Ферн спрашивает, почему, и Старк отвечает, что ему нужно вернуться, чтобы рассказать своему старому и немощному хозяину много историй о своих безумных приключениях с Ферн и Фрерин. Он чувствует, что это единственный способ отплатить своему хозяину за заботу, и если он будет медлить, Айзен может умереть, так и не услышав от него спасибо. Ферн понимает, что парень заботится о ней, и возвращается к поискам. Они бродят по улицам города еще несколько часов, и, наконец, Ферн находит Френ, которая пытается спрятаться. Вскоре Старк начинает расспрашивать ее, думая, что Френ снова что-то натворила. Но Френ говорит, что она просто ходила по магазинам, и они просто пошли за ней. В этот момент появляется стражник и встает на колени, чтобы извиниться перед Френ за то, что был груб с ней. Вскоре появляется и Костелян, чтобы выразить свое почтение. Оказывается, жители деревни очень уважают эльфийку, поэтому они без проблем пропускают ее через ворота, чтобы она могла попасть в Северные земли. Затем все жители выстраиваются в очередь, чтобы посмотреть на визит Фэн, и хотя такое особое отношение ей не нравится, у Фэн нет другого выбора, кроме как идти вперед. Когда они покидают деревню и отправляются в Северные земли, Фэн жалеет, что у нее нет времени узнать больше о магии деревни. Во время их путешествия в первый город на севере, Фрерин видит во сне, как они с друзьями 10 лет назад отправились в странствие. Тогда Фэн только что получила поддельный гримуар великого мага Флама и жаловалась, что люди могут быть очень странными, когда пытаются обмануть других.
Через несколько часов сна она просыпается и видит, что ее спутники, Ферн и Старк, готовят завтрак на всех троих. Ферн первый замечает, что ее хозяйка проснулась и потрясенно смотрит на нее, ведь обычно Френ так рано не встает. Прежде чем снова заснуть, Ферн быстро растирает ей спину и кормит завтраком. Так Френ окончательно проснется, и они смогут продолжить путь в первый город на севере. Когда они доберутся до дороги Аанг, расположенной в северных землях, Френ и ее спутники остановятся, чтобы расчистить завал на пути к ближайшему городу. Путешественник, который попросил их о помощи, стоит рядом и наблюдает, как герои работают. Пока они трудятся, мужчина благодарит их за помощь. В какой-то момент Старк устает и спрашивает, почему они не могут просто использовать магию, чтобы перенести караван мужчины на другую сторону завала. Фрерин отвечает, что если они так сделают, то другие путешественники окажутся в ловушке, как и этот мужчина. Старк понимает и замолкает, пока они не закончат расчищать дорогу от камней. Вскоре они спрашивают мужчину, почему в этом регионе случаются оползни, и старик отвечает, что это из-за постоянных войн с демонами. Старк согласно кивает и начинает спорить с очаровательной девушкой-эльфийкой, которая продолжает называть его мистером Старком. После небольшой перепалки они заканчивают работу и наконец-то отправляются в город, чтобы отдохнуть несколько дней. По дороге старик удивляется, когда узнает, что Френ эльф, потому что никогда раньше их не видел. Френ объясняет, что ее раса равнодушна к размножению и любит одиночество. Когда они подходят к городским воротам, то видят, что там больше людей, чем обычно. Старик говорит, что город готовится к фестивалю освобождения, то есть к празднованию дня, когда Хемель и его отряд героев победили короля демонов. Френ отказывается раскрывать свою личность, поэтому просто продолжает задавать странные вопросы о том дне. В конце концов, она вспоминает, как Хемель вел себя как придурок и объяснял, почему он любит, когда в их честь ставят статуи. Тогда Френу было наплевать на них, но Хемель хотел, чтобы статуи были, чтобы Френ не чувствовала себя одинокой, когда они все уйдут. Той ночью Френ и ее друзья увидели статуи, которые город так красиво украсил в их честь. Поговорив о традициях и прочем, они легли спать и на следующий день покинули город. Перед отъездом Старк спрашивает Френ, куда они направляются, и она отвечает, что в рай. Услышав это, Бро ничего не говорит. Через несколько недель они прибывают во владение графа Грената, которые тоже находятся на севере. Первые несколько минут Френ кажется, что в городе все нормально, но потом она чувствует что-то очень странное. Демоническую магию. Без предупреждения она достает оружие и направляет посох на демона. В этот момент из ворот появляются 3 демона с графом Гренадом, и Френ готовится снести голову этому ублюдку. К счастью, стражники успели остановить ее, пока не стало слишком поздно. Вскоре граф и так называемый посланник демонов лорд Лугнар подходят к самозванцу, чтобы проверить, насколько он силен. Лугнар просит графа убедиться, что это не он подослал убийцу. Гренада уверяет его, что Френ действует самостоятельно. Лугнар верит графу и наклоняется, чтобы рассмотреть своего нового врага. После непродолжительного разговора с магом, граф приказывает стражникам бросить Френ в темницу. Несколько часов спустя Старк и Ферн приходят к своему господину в темницу. Они говорят ей, что она приговорена к 2 годам тюремного заключения, и Френ просто пожимает плечами, будто это ничего не значит. Когда они переходят к главной теме, Ферн спрашивает свою госпожу, знает ли она об ауре гильотине. И Френ говорит ей, что демон – один из 7 мудрецов разрушения, служивших королю демонов. Далее Ферн говорит, что демон уже много лет пытается захватить город, с тех пор, как она восстановила свою утраченную силу, и что она никогда не встречала никого настолько сильного, чтобы победить ее. Теперь, когда они сражались много лет, они пришли заключить мирный договор. Френ смеется над очевидной попыткой демона захватить город изнутри. Однако, когда Старк не верит, что у демонов есть скрытые мотивы, Френ решает рассказать бедному парню, насколько опасны эти демоны. Она рассказывает им историю о своей последней встрече с демонами, которая произошла около 80 лет назад, когда она была с Химелем и остальными. В ту ночь жители деревни нашли и изгнали ребенка-демона, который съел дочерей одного из местных. Когда дело дошло до убийства демона, Химель заколебался, потому что демон был еще ребенком и выглядел милым. Фрерин, которому надоели все эти шалости, вышел вперед, чтобы убить маленького демона. Но потом этот дурак, который называет себя старостой деревни, пожалел мальчика-демона и взял его к себе, думая, что сможет его перевоспитать. К сожалению, это решение обернулось против него, когда много лет спустя демон убил его, чтобы заменить убитую им дочь старосты на его собственную. Когда Химель и остальные узнали об этом, они без колебаний прикончили демона. Даже в последние минуты своей жизни демон пытался проникнуть в голову человека, и Фрерин спросил, почему. Демон ответил, что это потому, что люди учат их словам, которые могут быть использованы для обмана. Рассказав свою историю, Фрерин объясняет людям правду и призывает их продолжить расследование. На следующий день Лугнер и 2 его подчиненных отдыхают и ждут, когда граф Гренад придет навстречу. Пока они ждут, они обсуждают странного мага, который появился в городе накануне. Лугнер уверен, что видел ее раньше,
но не может вспомнить, где именно. Тем временем Фрерин видит, что город вот-вот будет разрушен, и решает сбежать из тюрьмы, когда начнется хаос. Когда граф наконец появляется, он ведет демонов в комнату своего погибшего сына и показывает им меч, с которым его сын гордо сражался перед смертью в битве с Аурой 10 лет назад. Граф рассказывает еще немного о своем сыне и нападает на Лугнера, угрожая убить его. Лугнер оглядывается и разыгрывает карту отца. Он говорит, что его отец тоже погиб в той битве, и поэтому он здесь, чтобы заключить мир. Услышав все, что сказал Лугнер, граф меняет свое решение и ведет их в переговорную. По дороге туда Лени, одна из его подчиненных, спрашивает, что такое отец, и Лугнер отвечает, что не знает. На балконе он говорит ей подождать, пока они не доберутся до графа, и тот не снизит защиту города, чтобы леди Аура могла полакомиться людьми. Когда он спрашивает о другом подчиненном Драуте, Лени говорит, что этот дурак пошел устранять препятствия. В это же время Драут появляется в подземелье, убивает дежурного тюремщика и видит себя в камере Френа. Идиот думает, что Френ слабачка, которую он легко одолеет. Френ честно предупреждает его, что она сильнее, чем он думает, но, как и следовало ожидать, этот придурок не слушает. Прежде чем раскрыть свои магические провода, Драут спрашивает Френ, кто она такая. Френ говорит, что она сильнее самой Ауры, и демон усмехается, думая, что Френ блефует. Когда дело доходит до этого, Драут показывает свои смертоносные магические провода, обвивающие шею Френ, и поднимает ее в воздух. Френ, которая уже предвидела это, концентрирует ману вокруг шеи, чтобы не дать магическим нитям проткнуть ее насквозь. Дре хвалит ее за то, что она так быстро сообразила и сохранила самообладание, ведь обычный маг на ее месте уже бы сдался. Затем он усиливает натяжение нитей, чтобы разрезать ману и голову Френ одновременно. Френ разочарованно смотрит на его самодовольное лицо, понимая, что он мог бы убить ее одним движением. Прежде чем этот идиот успел что-то сказать, Френ уже отрубила ему руку. В следующую секунду она схватила его за горло. Он пытается обмануть ее, моля о пощаде, но Френ приканчивает его раньше, чем он успевает договорить. Теперь, когда она справилась с одним из демонов, Френ чувствует необходимость сообщить об этом графу, чтобы он был в курсе насчет двух других. К сожалению, когда она выходит за ворота подземелья, то видит там обезглавленного стражника и убегает, пока ее не заметили. Тем временем Ферн и Старк наслаждаются сытным обедом в случайном ресторане в городе. Когда они заканчивают есть, Ферн встает и говорит Старку, чтобы он шел с ней во дворец, где они смогут напрямую попросить графа освободить Френ. Если они успеют вытащить ее вовремя, то смогут победить этих надоедливых демонов до того, как они уничтожат город. Прежде чем сдвинуться с места, Старк оценивает силу демона, который называет себя Лугнером. Он знает, насколько он силен и высокомерен, потому что тот ни разу не взглянул на него или Ферн, когда они встретились в первый раз. Старк так испугался, что у него затряслись руки, и он пролил свой напиток. Пока он убирал беспорядок, он предупредил Ферн, чтобы она была осторожна с этими демонами, потому что они должно быть сейчас рядом с графом. Ферн не видит в этом проблемы, поэтому она торопит Старка, чтобы они поскорее добрались до места. Сразу после смерти Дрета Лени и Лугнер замечают, что его мана исчезает. Вместо того, чтобы расстроиться, они задумываются, кто же этот невероятно могущественный маг. Лугнер знает, что видел ее раньше, но не может вспомнить, где именно. Прежде чем они успевают что-то предпринять, граф и его люди врываются в комнату и обвиняют их в том, что они подослали другого человека, чтобы тот напал на их охранника и убил его. Лугнер изо всех сил пытается опровергнуть обвинения, но все улики указывают на Дрета, которого предположительно нет рядом, чтобы защитить себя. Граф знает, что Френ могущественный маг и не стал бы нападать на охранника. Лугнеру больше нечего терять, и он приказывает своим людям окружить его и Лени. Вскоре он вытаскивает их мечи и в последний раз просит Лугнера выдать своего человека, чтобы они могли прояснить это недоразумение. Лугнер в конце концов устает от расспросов и решает разобраться сам. Недолго думая, он ранит себя и с помощью магии превращает свою кровь в длинное, гибкое и острое лезвие, которым он и убивает всех солдат, кроме графа. Расправившись с надоедливыми солдатами, он поворачивается к графу и сражается с ним около минуты, прежде чем остановиться и объяснить ему истинное значение слов для демонов. Затем он выводит из себя бедного убитого горем отца, оскорбляя память его сына, после чего сам ранит себя тем же мечом, что и граф, и пронзает его магическим клинком. Граф ранен, и Лугнер теперь контролирует замок. Он тут же прекращает бой и сажает графа под замок, пока тот не расскажет, как снять барьер, защищающий город. В тот вечер Ферн и Старк видят, как Френ идет по площади в плаще, накинутом на голову. Они сразу узнают ее и следуют за ней в укромное место, чтобы поговорить. Френ рассказывает обо всем, что произошло в камере, в том числе о том, как был убит стражник Драт, и спрашивает, что они думают об этом. Ферн отвечает логично и просит Френ не оставлять их в городе. Френ улыбается и говорит, что им не стоит бояться этих двух неудачников, потому что они не так сильны, как им кажется. С этими словами она поворачивается к своим товарищам спиной и уходит, чтобы выполнить следующее задание. Прежде чем она успевает уйти, Старк падает на колени и умоляет ее остаться
сражаться, но Ферн, который уже надоел этот нелепый дурак, тащит его обратно в город. Вскоре после этого Прерин использует свое умение обнаруживать магию на большом расстоянии, чтобы просканировать всю страну в поисках крупных запасов маны. В конце концов, она чувствует ауру в 110 километрах от города и понимает, что Гелатина, одна из 7 магов разрушения, прячет свою армию прямо у них под носом. Френ радуется возможности сразиться с сильным противником и надеется, что Гелатина стоит ее времени. Той ночью Старк и Ферн пробираются в особняк под покровом темноты, чтобы найти графа и убить послов. Они осматривают несколько темных комнат, добираются до внутренних покоев и проникают в особняк через открытое окно. В это время на одном из верхних этажей Лугнер видит Ленни и раненого Графта, привязанного к стулу. Прежде чем начать пытать беднягу, он объясняет концепцию магии и рассказывает о том, как демоны вместе разрабатывают заклинания, которые превосходят человеческое мышление. Затем он упоминает таких гениев, как Флам, легендарный маг, и проклинает таких людей, как она, за то, что они возвели вокруг города барьер, который выдержал испытание временем. Если бы не она, они бы давно покончили с этим городом. Теперь, когда у него есть график, Лугнер хочет, чтобы Гренат научил его, как снять барьер, защищающий город. Он дает Гренату еще один шанс рассказать, где находится гримуар, который может снять заклинание, но Гренат молчит. Не желая больше развлекать его, Лугнер оставляет его, чтобы тот подумал над следующим шагом, и продолжает искать гримуар в особняке вместе с Ленни. Вскоре после того, как он уходит, Старк пробирается в комнату, где держит Грената, чтобы спасти его. Но прежде чем он успевает развязать мужчину, Старк чувствует, что его трясет, и Гренат это замечает. Они немного болтают, а потом Старк берет себя в руки и отчаянно пытается перерезать прочную веревку. Гренат теряет надежду и говорит Старку, чтобы тот показал охраннику свое ожерелье и как можно скорее начал эвакуировать жителей. Старк встает, достает топор и готовится сломать дорогой на вид стул, чтобы спасти человека, который в опасности. В этот момент появляются Ленни и Люгнер и видят, что Старк дрожит от страха. Гренат отрицает, что знает этого парня, и Люгнер дает ему шанс сбежать, пока не поздно. Старк злится на Люгнера за то, что тот недооценил его, и нападает на него. Люгнер принимает вызов и тут же ранит Старка, прежде чем тот успевает что-то сделать. Прижав беднягу к полу, Люгнер называет его дураком за то, что тот напал на них в одиночку. В этот момент Старк вызывает Ферн, и она нападает на Люгнера, пробив ему грудь насквозь. Потрясенный тем, как хорошо Ферн владеет своей магией, Люгнер не может понять, как она смогла его ранить. Он просит Ферн рассказать, какое заклинание она использовала, и она говорит, что это просто Золтрак. Люгнер злится и говорит ей, чтобы она прекратила нести чушь. Затем он задает ей вопросы, чтобы понять, как она выучила это заклинание, но Ферн не отвечает. Перед началом второго раунда Ферн и Старк убегают вместе с Гренатом и уводят его в безопасное место. После их ухода Люгнер говорит Ленни, что они с Ферн теперь его враги, и он не должен их упускать из виду. Затем он обсуждает новое заклинание с Ленни и вспоминает мага, который использовал такое же заклинание на нем много лет назад, Френа. В этот момент Люгнер наконец понимает, кто такой таинственный маг. Он называет Френа убийцей демонов и гением, которого он презирает. В это время Френ догоняет Ауру, чтобы остановить ее армию. Тем временем Старк и Ферн отводят Гната в местную церковь, чтобы его подлатали. Когда доктор заканчивает лечение, Гнат пытается встать и поговорить со своими спасителями. Он благодарит их за спасение своей задницы и обещает помиловать их спутницу мага за то, что она спасла их от демона. Ферн пытается объяснить ему, что Френ не убивала стражника, и Гренат понимает, что она говорит правду. Более того, когда он узнает, что Френ маг, он чувствует себя глупо из-за того, что не уважал ее и бросил в темницу. Гренат сообщает им, что именно Френ и герои, жившие во времена его деда, прогнали демона и Ауру из их деревни, обеспечив им 60 лет мира и процветания. Теперь, когда Аура стала намного сильнее, чем раньше, неизвестно, что может случиться с теми, кто осмелится ей противостоять. В этот момент Френрин представляется Ауре, своей старой подруге, и вежливо просит ее вернуться в ту дыру, из которой она вылезла, и оставить город в покое. Конечно, Аура не собирается просто так уходить, поэтому она посылает нескольких своих солдат-нежитей на Френ. Френ легко отбивается от них и вскоре оказывается окружена марионетками Ауры. После короткого разговора со своей старой подругой, Френ узнает доспехи на марионетках Ауры и, наконец, решает покончить с ней раз и навсегда. В ответ Аура достает свое секретное оружие – весы послушания. В местной церкви Гренат объясняет, что это за оружие. Весы послушания активируются, когда Аура кладет свою душу и душу своего врага на чаши весов и ждет, пока одна из них перевесит. Тот, у кого меньше маны, будет вынужден подчиняться ей до конца своих дней. Конечно, это очень опасное оружие, но Аура, прожившая 500 лет, известна тем, что у нее самый большой запас маны в истории. Поэтому она ни разу не проиграла в споре. В заключение Гренет говорит, что оба авантюриста должны знать, что нельзя недооценивать магическую силу 7 разрушителей. Услышав его слова, Ферн спрашивает, есть ли способ противостоять этому. Гренет говорит, что хотя весы и справедливы, за 500 лет с тех пор, как Аура стала разрушителем, не нашлось ни одного человека с таким же запасом маны. Тогда Ферн спрашивает, есть ли способ бороться с этим, и Гренет отвечает, что есть. Оказывается, если солдат с сильной волей попадет в ловушку, он сможет временно сопротивляться заклинанию послушания
послушание, пока его не захватят полностью. За это время аура не сможет его контролировать. Если ей удастся его контролировать, она избавится от него. В это время Ферин сражается с огромным количеством солдат-зомби, поэтому она тратит много маны, чтобы развеять магию, которая подчиняет их ауре. Это немного удивляет ауру, и она спрашивает, почему Френ не использовала яркую магию, чтобы уничтожить их, как 80 лет назад. Френ отвечает, что ее отругал Химмель. Аура говорит, что теперь, когда Химмеля нет, она может делать все, что захочет, и Ферин это замечает. Она встает и решает безжалостно убить демонов. Тем временем Старк одевается, убедившись, что граф в надежных руках и может идти искать демонов. Ферн предупреждает его, чтобы он не зазнавался, потому что эти демоны чертовски сильны. Но Старк говорит, что кто-то должен их остановить, и он собирается это сделать. Ферн воодушевляется и решает пойти с ним, но Старк просит ее вывести жителей города, пока он будет искать Фрерина, и умоляет ее помочь победить демонов. В конце концов, они соглашаются и отправляются в путь. Перед тем, как разойтись, Ферн замечает окровавленные руки Старка и начинает волноваться. В ответ на ее подразнивание Старк обращает ее внимание на пятно крови на ее одежде и спрашивает, что это. Ферн сразу замечает ману в крови и отбрасывает свою одежду. Как только она собирается снять одежду со Старка, на них нападают Лугнер и Лени. Лугнер пронзает Ферн и прижимает ее к стене, а Лени создает топор и ударяет им Старка. После первого удара Старк поднимается на ноги и узнает технику, которую использовала Лени, технику Айзена. Тем временем Лугнер несколько секунд болтает, прежде чем перейти к главному вопросу. Когда дело доходит до этого, Ферн разрешает ему задать несколько вопросов, чтобы выиграть время. Лугнер недооценивает Ферн и спрашивает о силе Старка. Ферн говорит ему, что он лучший ученик Айзена, но Лугнер недооценивает его еще больше. Затем он спрашивает Ферн, где Фрерин, и она отвечает, что он сбежал из города, потому что убил стражника. Прежде чем задать следующий вопрос, Лугнер отходит от Ферн, чтобы немного подумать. В конце концов, он понимает, что Френ должно быть сбежала из города, чтобы найти и уничтожить ауру. В этот короткий промежуток времени Ферн достает свой посох, вырывается из-под атаки Лугнера и подходит достаточно близко, чтобы угрожать ему. Ферн говорит Лугнеру, что настоящая причина, по которой он такой гордый и высокомерный придурок, в том, что она знает, почему он такой. Затем она предупреждает его, что пробьет ему грудь насквозь. Лугнер пытается ее остановить и обещает, что ее голова слетит с плеч еще до того, как она до него доберется. Прежде чем что-либо сделать, Ферн вспоминает, как спросила Фрерин о ее магической силе. В тот день все было как обычно, и они только что убили стаю демонических лошадей. Она вспоминает, как Фрерин рассказывала ей о своей скорости в произнесении заклинаний, отмечая, что именно поэтому она заставляет Ферн убивать демонов. За несколько мгновений до катастрофы между ними воцаряется тревожная тишина. Затем, в долю секунды, Лугнер и Ферн одновременно нападают друг на друга и защищаются. Ферн понимает, что самое слабое место Лугнера – это его сердце. Как только это становится ясно, они начинают сражаться. Тем временем Лени стоит перед бессознательным телом Старка, думая, что она уже победила. Но тут Старк поднимается на ноги и говорит ей, что она еще не победила, потому что он готов сражаться. Лени возвращается в строй и продолжает атаковать его. Тем временем Лугнер и Ферн продолжают ожесточенно сражаться. После многочисленных атак Ферн Лугнер наконец признает ее силу и проклинает Фрерин за то, что она научила эту девушку быть настоящим магом. Чтобы победить ее, он решает атаковать, пока у нее не кончится мана. Но он не знал, что у Лин маны гораздо больше, чем он думал. В течение следующих нескольких минут он продолжает отражать ее атаки, пока не зовет на помощь Ленни. Ленни продолжает атаковать, а Старк защищается. Когда они останавливаются, Старк спрашивает, как ей удается так хорошо копировать чужие техники. Ленни быстро объясняет и продолжает сражаться с ним, пока снова не прижимает его к земле. Не давая ему передышки, она атакует его и загоняет в угол. Старк усиливает защиту, пока не теряет самообладание и не получает удар в плечо от Лин. Прежде чем сдаться, Старк вспоминает один из уроков Айзена, своего учителя, который говорил, что поражение – это субъективное понятие для воина. И пока он продолжает сражаться, он не может проиграть. Понимая, что у него еще есть силы, Старк встает и осознает, насколько слабыми были удары его учителя. Он снова сражается с Лин и позволяет ей ударить его в живот своим мечом. В это время Лугнер и Ферн увеличивают радиус атаки, и Лин рассекает защиту Старка. Теперь, когда она попала в его ловушку, Старк использует свой молниеносный удар, чтобы убить ее. Лугнер замечает, что с маной Лин что-то не так, и отвлекается на секунду. Ферн использует это, чтобы нанести заклинание Золтрака на этого идиота и пробить еще одну дыру в его груди, на этот раз вынув сердце. Перед тем, как продолжить основную историю, показывают воспоминания о прошлом Френ, о том, как она жила со своим хозяином Фламой 1000 лет назад. После того, как сама легендарная волшебница спасла ее от неминуемой смерти. В воспоминаниях юная Френ гуляет по лесу со своим хозяином и говорит о том, что обманывать демонов – это
бесчестия. Флама напоминает ей о негодяе Базальте, который разрушил ее эльфийскую деревню, и говорит, что демоны — это просто куски мяса, которые не знают ни чести, ни справедливости. Так зачем же ей, человеку, играть с ними честно? Если называть это позором для человечества, значит обманывать демонов и уничтожать их до того, как они поймут, что происходит, то она с радостью примет это. После смертельного удара в сердце Лугнар просто сидит и принимает свою судьбу. Прежде чем прикончить его, Фёрн спрашивает о битве Френ с так называемой леди Аурой, и Лугнар говорит, что не беспокоится о результате, потому что знает, что Френ проиграет. Фёрн спрашивает, почему он так думает, и Лугнар отвечает, что у леди Ауры больше запасов маны, чем у кого-либо в армии демонов. Судя по уровню маны Френ, Лугнар недооценивает ее и говорит Фёрн, что она наверняка проиграет, если Аура решит взвесить их души на весах послушания. Фёрн отвечает, что ее хозяин всегда придумает хитрость, которая победит Ауру и ее глупые запасы маны. В этот момент Лугнар что-то заподозрил, потому что не понимал, как Фёрн продолжает одолевать его, несмотря на слабый уровень маны. И тут его осенило, и он понял, в чем хитрость слабого уровня маны у Фёрн и Френ. Но прежде чем он успевает что-то сказать, Фёрн его убивает. В следующей сцене мы видим воспоминания о юности Френ, но на этот раз она впервые встречает Флему. Она случайно натыкается на разрушенную деревню эльфов и, проведя расследование, выясняет, что это сделали демоны во главе с генералом армии демонов Базалтом. Она продолжает поиски и находит юного эльфийского мага, у которого было много маны и который победил генерала. К сожалению, сражения сильно измотали эльфа. ПМ с отвращением смотрит на то, как Френ пытается открыто сражаться и показать все свои карты. Но когда она уже собирается оставить мага на произвол судьбы, Френ говорит, что она знает, насколько она сильна, и ей не стоит прятаться. Флам впечатлена наблюдательностью Френ и решает взять ее в ученицы. Она берет на руки раненого равнодушного эльфа и уводит ее из горящей деревни, узнав ее имя. По дороге к дому Френ спрашивает Флам, что случилось с деревней. Флам говорит, что ее эльфийской деревни больше нет, и ей не стоит беспокоиться о том, что она кого-то бросила. Френ просит Флам отпустить ее, но та отказывается. Вместо этого она говорит, что Френ будет ее новой ученицей, и ей придется с этим смириться. Вскоре Флам чувствует, что за ними гонятся 3 мага-демона, и останавливается, чтобы сразиться с ними. Когда маги показываются, они приказывают Флам отдать им девушку и убираться к черту. Флама опускает Фрерин на землю и преподает ей первый урок. Очевидно, она знает, какими глупыми и самоуверенными могут быть эти идиоты-демоны, когда их магические способности подвергаются сомнению. Прожив среди них как могущественная волшебница, Флам научилась очень полезному трюку, который она использует, чтобы застать этих бедняк врасплох. Когда они думают, что все идет хорошо, Флам наносит быстрый удар, который мгновенно уничтожает всех до единого. После этого она поворачивается к Фрерин и объясняет, как она это сделала. Фрерин понимает этот трюк и говорит Флам, что она знает, что та скрывает свою огромную магическую силу, контролируя ее и заставляет других думать, что она слаба. Флам соглашается с ней и отводит ее домой в лес. Через несколько дней Флама начинает тренировать Фрерин, предварительно вылечив ее раны. По дороге на поле она рассказывает молодой эльфийке о своей жизни, и та очень воодушевляется. Когда они наконец добираются до поля, Флама уменьшает количество своей магической силы до 1/10 от первоначального объема. Как только она освоит это, она увеличит свои запасы маны. Фрерин начинает тренироваться и спрашивает свою наставницу, как долго она собирается это делать. Флама улыбается и говорит, что им придется всю жизнь обманывать демонов, заставляя их недооценивать себя, чтобы застать их врасплох. Сейчас Фрерин стоит перед Аурой и ее армией нежити, и из нее исходит лишь 1/10 ее магической силы. Аура начинает говорить о смерти Лугнера и 2 других неудачников. Когда приходит время действовать, она предлагает Френ поставить свою душу на весы послушания, чтобы они могли увидеть, чья мана сильнее. Френрин не торопится, анализируя огромное количество маны, исходящей из резерва ауры, но потом она останавливает себя, чтобы не утонуть в слишком большом количестве информации, когда аура начинает ритуал. Прежде чем что-то происходит, Френрин видит воспоминания о другом городе, где она со своим мастером собирает припасы. Где-то по пути она спрашивает Флема, почему эти демоны не могут скрывать свою ману, как они это делают. Флем объясняет ей, что демоны индивидуалисты и заботятся только о личных достижениях, а не о порядке и законе. Чтобы помочь Френ лучше понять, Флем рассказывает о том, как люди любят богатство и власть, и объясняет, что демоны относятся к мане также. Иногда они временно подавляют свою ману, чтобы скрыться, но никто из них не настолько глуп, чтобы постоянно подавлять ману. Потому что это означает, что они отказываются от своего титула и статуса.
Солнца, что для них плохо. Объяснив все Френ, Флем говорит, что ей очень повезло быть эльфом, а не демоном. Даже после 3 лет постоянного подавления своей маны, она все равно делает это без напряжения. Френ говорит, что это потому, что у нее был замечательный мастер. 50 лет спустя в воспоминаниях Флем выглядит очень старой и морщинистой. Однажды вечером она видит, что ее ученица, как всегда, практикует магию и спрашивает, любит ли она магию так же сильно, как раньше. Френрин отвечает, что да, и Флем предупреждает ее, чтобы она никогда не раскрывала себя, чтобы остаться в тени, пока не победит короля демонов. После этих слов она просит друга посадить цветы на ее могиле, когда она наконец умрет, и друг тут же учится заклинанию с цветами. Через несколько лет Флама наконец умирает, и друг исполняет ее последнее желание. Похоронив свою наставницу, друг продолжает жить обычной жизнью, тренируется, когда есть возможность, и изучает все, что может. Спустя сотни лет Хемель, Айзен и идиот Хайдер наконец-то встречают ее. Их встреча проходит странно, потому что друг изо всех сил пытается их прогнать. Но после долгих уговоров самого героя, наконец соглашается присоединиться к ним в их походе к королю демонов. С этого момента все остальное уже история. Сейчас Аура забирает ее душу и сравнивает ее ману с маной друга, улыбаясь во весь рот, думая, что она победила. Друг замечает самодовольную улыбку Ауры и спрашивает, почему она так улыбается. Аура игнорирует ее и начинает говорить о невероятно низком уровне маны друга. Как только души оказываются на весах и душа Ауры перевешивает душу друга, она снова становится самоуверенной и подходит к другу с мечом в руке, готовая ее обезглавить. Но тут весы начинают склоняться в пользу друга, и как только она это замечает, то говорит Ауре, что та сильно недооценила ситуацию. Понимаешь, после почти 1000 лет тренировок подавление ее маны стало для нее естественным, так что 500-летний демон никак не мог разгадать ее трюк. Со временем друг высвобождает свой огромный запас маны, и Аура понимает, как глупо было думать, что она может победить. Как только чаша весов склоняется в пользу Френ, она поворачивается к ней спиной и уходит, приказав Ауре покончить с собой. Не в силах ослушаться приказа, Аура совершает немыслимое и убивает себя, гадая, что же пошло не так. К утру Ферн приходит на место последней битвы Ауры и видит, что ее госпожа отдает дань уважения павшим солдатам, освобожденным от смертоносной хватки зомби. Заметив ужасную сцену, Ферн спокойно подходит к своей госпоже и спрашивает, победила ли она наконец Ауру, и Фрерин отвечает утвердительно. Вскоре после этого на место прибывают граф и Старк, и Фрерин пытается убежать. К счастью, граф уже простил ее, так что Фрерин остается свободной. Она подходит к доспехам солдат-зомби и благодарит Фрерин за то, что та не проявила к ним неуважения. Через несколько мгновений граф продолжает осматривать доспехи павших солдат-зомби, а Фрерин и ее спутники вспоминают о ее старых добрых временах с Хемелом, который ругал ее за использование ярких заклинаний. Когда она заканчивает рассказывать о своем прошлом, она хвалит Ферн и Старка за победу над Лугнером и его напарницей Ленни без ее помощи. Старк и Ферн пытаются вести себя скромно, но тут Гренат и его люди находят доспехи его давно погибшего сына с фамильным гербом Гренатов на плечах. Гренат отдает последние почести своему сыну и возвращается в свой город. Несколько дней спустя Грена наконец-то приглашает Френ и ее людей на аудиенцию, чтобы обсудить их награду. Пока Гренат делал для них удивительные вещи, он не мог понять, почему Фрерин просит только гримуар для защитных барьеров и тому подобного. Френ дает ему понять, что у нее было давнее хобби – собирать заклинания и гримуары по всему миру, вот и все. Вскоре Гренат говорит ей перестать быть такой формальной по отношению к нему, поскольку он знает, что она считает его маленьким ребенком по сравнению с тем, как долго она прожила. Фриан, однако, предпочитает оставаться формальной из-за своего предыдущего опыта там, когда Хайдера и Химеля чуть не казнили только за то, что они были небрежны по отношению друг к другу. График. В этот момент Старк уже нервничал, и стало только хуже, когда появился лесоруб с топором в руке. Думая, что этот человек палач, Старк теряет сознание прямо на коленях, и его выносят из комнаты Грената после собрания. Далее Фрерин и Ферн ловят на себе взгляды людей, когда они проходят по городской площади, а в воздухе парит потерявший сознание Старк. Поначалу люди думали, что они странные, но в конце концов они поняли, что проходящие мимо люди были героями, поэтому они ответственно отнеслись к их чествованию. В течение следующих 6 месяцев или около того Френ и ее люди отдыхали в городе и с каждым днем знакомились с большим количеством людей. В какой-то момент во время своего пребывания Френ и ее спутники наблюдали за последними похоронами павших солдат армии Ауры, включая сына графа Грената. Как только их 6-месячное пребывание наконец завершится, Фрерин и ее спутники запасутся припасами и приготовятся продолжить свое путешествие в рай. В тот день граф провожает их до ворот, предупреждая, чтобы они были осторожны с суровостью северного плато. Поскольку передвижение ограничено и только искателям приключений с магами первого класса может быть разрешено проходить через некоторые регионы. Фрерин запутался в том, что касается мага первого класса, и попросил Ферн дать ему кое-какую информацию. Ферн достает свой сертификат, подтверждающий, что она маг 3-го класса, и показывает его своему наставнику. Френ смеется
смеется над этой ерундой и спрашивает графа, есть ли на севере город, где можно получить такой сертификат. Граф говорит, что она может получить его в ОБСЕ, самом большом городе на севере. Описав дорогу до этого города, граф в последний раз благодарит Френ и ее спутников и уходит, чтобы продолжить свое путешествие. Через день начинается снегопад, и у Френ начинается посттравматическое стрессовое расстройство. Когда Фёрн спрашивает ее о зиме на севере, Френ говорит, что там нет ничего хорошего. И действительно, с каждым днем вьюги становились все сильнее. Они еще не добрались до Шверских гор, а уже заблудились и дрожали от холода. Старк первым теряет сознание от переохлаждения, и Фёрн пытается его разбудить, но ничего не получается, он уже далеко. Не в силах нести его на себе, Фёрн решает взять этого лентяя на руки и отнести в ближайшее укрытие. Как и ожидалось, этот отвратительный тип все время вызывал у Фёрн отвращение, потому что от нее самой пахло приятнее, чем от него за все эти годы. После часового пути они наконец добрались до сарая, о котором говорила Френ. Фёрн чувствует, что внутри кто-то есть, и предлагает вернуться. Френ игнорирует плач ребенка и все равно открывает дверь, но обнаруживает там мускулистого эльфа, который приседает, чтобы согреться от суровой зимней стужи. Фёрн, которая никогда раньше не видела накачанного мужчину, сначала подумала, что он извращенец, поэтому она выталкивает его за дверь и предлагает поискать другое место для ночлега. Но тут парень открывает дверь и хмурится, услышав, что Фёрн назвала его извращенцем. Заметив, что Фёрн эльф, он приглашает их войти и разжечь огонь в камине. Когда они согреваются и немного болтают, мускулистый парень представляется как монах Крафт. Узнав имена Фёрн и Френ, они начинают обсуждать, куда направляются. Когда Крафт узнает, что они идут в рай, он хвалит их за благочестие. Френ пытается это отрицать, но тут тело Старка становится холодным на ощупь. Они начинают беспокоиться о бедном мальчике, но оказывается, что Старк уже погрузился в свои мысли, думая о любимом десерте. Когда он наконец просыпается, то обнаруживает, что лежит в объятиях Крафта и пугается, разбудив остальных. Оказывается, Крафт просто укрыл его, чтобы поделиться теплом. Когда Старк приходит в себя, он восхищается красивым телом монаха и спрашивает, как тот тренируется. Узнав имя монаха, Старк просит его потренировать его. Но прежде чем приступить к этому, Крафт просит девушек пойти с ним за припасами в его тележку с едой, которая была завалена снегом. На обратном пути в сарай Крафт спрашивает Фэн, знает ли она что-нибудь о нем, но когда Фэн отвечает, что нет, он говорит ей то же самое. Фёрн пытается объяснить ему, что это она победила короля демонов вместе с отрядом героев, но Крафт даже не знал о существовании демонов. Когда они возвращаются в хижину, они продолжают жить там еще полгода, до конца зимы. За это время Старк тренируется с Крафтом, чтобы набраться сил и быть готовым к новым приключениям. Когда приходит время уходить, Крафт дарит Фёрн резное ожерелье. В этот момент Фёрн вспоминает, как 80 лет назад священник Хайдер обсуждал с ней ту же тему. Хайдер был единственным из ее друзей, кто знал, что она подавляет свою ману. Он считал ее интересным созданием и хотел узнать о ней больше. Ферин говорит, что она не особенная, потому что всю жизнь была похожа на ходячий труп. Хайдер смеется и просит ее рассказать ему историю своей жизни, потому что у него скоро может родиться ребенок-маг. Вспомнив этот разговор, Крен не стала рассказывать историю своей жизни, потому что уже делала это раньше. Крафт спрашивает о том странном человеке, который задал ей тот же вопрос, и она говорит монаху, что летучая мышь теперь на небесах. Вскоре они все собираются, и Крафт уходит. Фёрн и Старк изо всех сил стараются попрощаться, потому что знают, что больше никогда не увидят доброго монаха. Через несколько недель Ферин и ее спутники идут по глубокому снегу в соседний город, который находится в нескольких милях от них. На полпути их путешествия Френ засыпает и чуть не ударяется головой о землю, но Фёрн вовремя подхватывает ее. В следующую минуту Фёрн и Старк беспокоятся, что им теперь делать с Френ, которая потеряла сознание. Сначала Старк предлагает понести ее, но взглянув на его лицо, Фёрн понимает, что у Старка нет добрых намерений по отношению к Френ. Поэтому она просто берет бедную эльфийку на спину и продолжает идти. Во сне Френ уносится в страну грез. На этот раз ей снится скупой король, который не доплатил им за убийство огромного монстра, которое она и ее друзья совершили в прошлом. По пути к следующему пункту назначения Химмель показывает свой меч героя, и Фриран спрашивает, настоящий ли он. Хайдер говорит, что нет, и Химмель рассказывает, что ему его подарил кузнец, которого он спас, когда был моложе. Фриран спрашивает, поэтому ли он стал героем, и Химмель отвечает, что это не так. Настоящая причина, по которой он стал героем, заключалась в том, что он выиграл пари, которое заключил с Хайдером, когда они были в приюте. Теперь, когда он стал настоящим героем, тот парень, который бросил ему вызов, стал пьяницей-священником, и это кажется ему очень ироничным. Все смеются и веселятся. Френ просто стоит и смотрит, как ее друзья уходят в закат, а сама она возвращается в реальность. Френ просыпается, думая о своем сне, и вскоре ее отвлекает суровая погода. Она говорит Фёрн и Старку идти вперед, пока они не доберутся до деревни, и остается на спине у Фёрн, потому что от нее приятно пахнет. В этот момент Френ просит Старка помочь ей донести их хозяина, но Френ все еще не доверяет ему. Наконец они продолжают путь и останавливаются на окраине следующего города на севере. Там Френ слезает со спины Старка, и ее встречает молодой глава деревни, который приветствует ее в деревне меча.
Фрён восхищается молодым и сильным главой деревни и спрашивает его о разрушениях, которые произошли на окраине деревни. Глава рассказывает ей, что это дело рук повелителя горы. В это время Старк начинает говорить. Фрён спрашивает его, слышал ли он что-нибудь об этой горе. Старк отвечает, что да. Согласно легендам, в этой деревне хранится меч героя, который, как говорят, был помещен в святилище рядом с деревней. В легенде также говорится, что тот, кто вытащит меч из камня, станет настоящим героем. За прошедшие годы бесчисленное количество магов и героев пытались вытащить меч из камня, но никому это не удавалось. Так было до тех пор, пока 80 лет назад Хемелю не удалось вытащить меч. Через некоторое время к ним в хижину приходит глава деревни и приглашает их остаться. Пока они греются у огня, глава ругает Фрён за то, что она пришла позже, чем ожидалось, и не выполнила свой долг. Фрён смущается и спрашивает, о каком долге она говорит. Тогда Фрён объясняет, что речь идет об истреблении монстров и что она начнет истребление на следующий день. На следующий день Старк, Фёрн и Фрён отправились в горы, чтобы убить нескольких волков-монстров, а затем пошли к подозрительной пещере, чтобы проверить, что там. Старк нашел там стаю волков и убил их, прежде чем случилось что-то ужасное. Фрён пыталась предупредить парня, чтобы он убирался оттуда, но было уже слишком поздно, потому что там был повелитель гор, который оказался огромным демоническим волком. Фрён сразилась с монстром и отрубила ему руку, а затем позволила Фёрн защитить себя с помощью магических заклинаний. Когда она заставила своих людей сделать тяжелую работу, она уничтожила демонического волка с помощью Золтрака. Вскоре после этого Старк был в шоке, потому что не понимал, почему меч героя все еще в камне, ведь в легендах говорится, что Хемель забрал его с собой. Сначала Фрён пыталась придумать какую-нибудь глупую историю о том, что меч привлекает демонов, и они хотят его уничтожить, но когда Старк попросил ее быть серьезной, она сказала, что Хемель просто не смог вытащить меч из камня. Оказалось, что Хемель не расстроился из-за своей неудачи. Вместо этого он решил доказать, что легенды ошибаются, и показать всем, что любой может стать героем, если будет стараться. 80 лет спустя Хемель оправдал свое имя и стал лучшим героем, чем кто-либо другой. Фёрн спросила свою наставницу, почему они решили придумать эту историю. Тогда Фрён рассказала истинную причину, по которой она любила оставаться в тени. Она ненавидела то, как современные люди романтизируют героев, чтобы каждый раз, когда они терпят неудачу, чувствовать себя ничтожеством. После нескольких коротких разговоров Фрейрин и две другие дамы уходят, оставляя Старка одного, сидящего на снегу и размышляющего о своей жизни. Сделав свою работу в деревне, Фрейрин и ее спутницы отправляются в северные земли. К Новому году они добираются до города и останавливаются в лучшей гостинице. Вскоре после этого Фрейрин проводит время за чтением гримуаров, а Фёрн собирается за покупками. Она просит свою наставницу пойти с ней, но Фрейрин решает остаться дома. Прежде чем отпустить ее, Фрейрин напоминает Фёрн, что у Старка сегодня день рождения, и она должна купить ему подарок. Когда Фёрн спрашивает наставницу, что она собирается подарить Старку, Фрейрин достает зелье, которое растворяет одежду, и говорит, что мужчинам это нравится. Фёрн выливает зелье на голову наставницы, растворяя ее одежду, и та остается в комнате совершенно голой. Затем Фёрн уходит. Фрейрин замечает это и начинает думать, чтобы подарить Старку. В это время Фёрн ищет Старка по всему городу и в конце концов находит его на окраине, где он считает количество фигур на небе. Она пытается заговорить с ним, но, услышав всю эту чушь, которую он нес, отступает и решает не делать этого. В конце концов, она набирается смелости и останавливает его, когда он начинает шутить. Старк замолкает и идет за Фёрн на прогулку по городу. Затем Старк задает несколько вопросов, чтобы узнать, был ли он плохим мальчиком. Фёрн говорит только тогда, когда спрашивает его, чего он хочет. Старк в замешательстве пытается понять, что она имеет в виду, и просит ее объяснить. Тогда Фёрн напоминает ему, что сегодня его день рождения, и говорит, что хотела бы сделать ему подарок. Старк еще больше смущается и спрашивает, принято ли так делать на день рождения, потому что он никогда не получал подарков ни от своей семьи, ни от хозяина. Фёрн беспокоится, что он, возможно, не в себе, но оказывается, что он говорит правду. Старк начинает рассказывать свою историю, которая началась, когда он был маленьким. Он родом из деревни воинов и всегда жил в тени своего брата. В то время брат Старка, Штольц, был добрым и сильным воином, но их отец был настоящим придурком, которому было наплевать на Старка, который был намного слабее. Но даже несмотря на это, Штольц никогда не ненавидел своего брата, потому что часто тренировался вместе с маленьким рыжеволосым мальчиком. Все было хорошо, пока не пришли демоны и не разрушили их деревню. Старк был единственным, кто смог спастись, потому что его брат пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти его. Услышав его историю, Фёрн жалеет Старка и гордится им. В знак благодарности он ведет его в магазин и покупает ему что-то недорогое, что он сможет хранить вечно. Когда они возвращаются домой, они видят, что Френ приготовила для них троих большие стейки с гамбургерами. Старк вспоминает, как его хозяин делал то же самое для него. И Френ рассказывает чуваку, что Айзен делал это только потому, что в его деревне так было принято поздравлять с днем рождения. После еще одного воспоминания Старк наконец понимает, как сильно его брат и хозяин любили его.
Последнее воспоминание о брате всплывает в его голове, и Старк, откусив первый кусочек бургера, не может сдержать эмоций. В конце концов, девочки начинают играть с ним за столом, и они все вместе наслаждаются вечером. Несколько недель спустя Френ и ее спутники приезжают в следующий город, где встречают странного человека в лесу, который восхищается приключениями, как Френ и ее народ. Но у него кишка тонка, чтобы отправиться в путь и заняться чем-нибудь. Перед тем, как что-то сделать, он рассказывает Френ историю своего детства, когда он чуть не отправился со своим другом в путешествие по всему миру и не стал искателем приключений. Услышав его рассказ, Френ спрашивает, зачем он ей это рассказывает, и мужчина отвечает, что он застрял в бездонном болоте, собирая дрова. Мужчина умоляет Френ спасти его из болота, но она колеблется, потому что не хочет морать руки. К счастью, прежде чем мужчина успевает утонуть, появляется Ферн и спасает его. Вскоре они выводят грязнулю из его деревни, и мужчина приглашает их на праздник урожая, чтобы хотя бы поблагодарить за помощь. Однако Френ говорит, что им нужно добраться до большого города, чтобы пополнить запасы, так что они увидятся позже. Старк прощается с ними, но не успевают они уйти далеко, как на него нападает ядовитая змея. Вскоре он понимает, что у него идет кровь из носа, и просит девушек помочь ему. Прин и Ферн сажают его и пытаются вылечить разными заклинаниями, прежде чем решают отвезти его в ближайшую деревню в церковь. Троица немного спорит, но в итоге они летят в церковь, неся окровавленного Старка. Когда они добираются до церкви, священник осматривает его и говорит, что уже слишком поздно его лечить. Старк в панике, но священник просит их подождать, пока его брат не попробует вылечить беднягу. В этот момент появляется болотный человек и начинает болтать о всякой ерунде. Через несколько секунд он замечает Старка, узнает его и исцеляет, как будто ничего не произошло. Вскоре после этого он выходит из церкви на площадь. Когда он уходит, Френ обсуждает с ним гениальность брата священника, отмечая, как легко было вылечить неизлечимую болезнь. Священник рассказывает Френу о визите Хайдера в их провинцию и говорит, что единственное, чем он гордится, это его священнический значок. Однако, когда дело доходит до навыков и таланта, Син, его брат и болотный парень, намного превосходит его. С тех пор, как они потеряли родителей, священник беспокоится о благополучии своего младшего брата. Со временем он узнал, что его брат всю жизнь мечтал стать искателем приключений, потому что не хотел быть обычным деревенским священником, как он. Теперь, когда они стали старше, священник жалеет своего младшего брата, который привык к скучной жизни священника и каждый день делает одно и то же. Его первая просьба к Френ и ее команде – помочь ему увести брата из деревни, чтобы тот снова мог жить. В ту ночь, когда Френ и Старк вернулись домой, они спорили о том, стоит ли брать с собой священника. Френ и Старк были не против, но Френ не хотела, чтобы с ними была толпа. Для нее трое – это уже толпа. Старк вскоре перестал обращать на нее внимание и спустился в паб, чтобы проведать Сейна. Там он увидел, как тот пьет, курит и играет в азартные игры с какими-то проходимцами. Сначала Старк был в ужасе, но после нескольких вопросов мужчина наконец пригласил его присоединиться к ним за игровым столом. Примерно через час Френ услышала, как Старк кричит во все горло. Она разбудила Фраярна и побежала к источнику звука. Там они увидели, что Старк и Сейн почти голые, в одних трусах. В этот момент Фраярн понял, что мужчина неудачник. Поэтому она привела его в чувство, напомнила о некоторых моментах из их прошлого и попросила присоединиться к их команде, чтобы он мог хотя бы остаток своей жалкой жизни прожить так, как хочет. Но даже после всего этого Сейн отказался. К тому времени Френ уже злилась на этого дурака за его высокомерие и самодовольство. Поэтому она пообещала, что он все равно будет с ними, нравится ему это или нет. В этот момент появляется Ферн со всеми товарами Старка и Сигна, которые они получили бесплатно от победителя. Она отдает им грязную одежду и ведет себя как избалованная девчонка, общаясь с маленькими мальчиками. После того, как они разобрались с азартными играми, Ферн и ее люди обсуждают свои новые находки. Ферн довольно спокойно относится к алкоголизму, но Френ больше хочет присоединиться к ним, чем когда-либо. В течение следующих нескольких дней Френ продолжает пытаться, чтобы ее приняли, но после нескольких дней уговоров, обещаний, разговоров, Сейн все равно говорит нет. После нескольких неудачных попыток они обращаются к его брату и просят рассказать, что нравится Сейну. Брат говорит, что Сейн любит азартные игры, алкоголь и табак. Более того, он говорит, что его брат любит женщин постарше. Жаль, что у них нет женщины постарше, чтобы уговорить этого идиота пойти с ними. В этот момент Сейн выходит из-за спины, чтобы задать брату несколько вопросов, но когда он снова видит Френ и ее людей, он замирает и уходит. Старк выходит за ним и спрашивает, не хочет ли он отправиться в путешествие с женщиной постарше. Сей говорит, что он всегда был готов на что-то подобное, и это еще одна причина, по которой он хотел стать искателем приключений. Когда он просит Старка показать ему эту женщину, Френ зовет его и говорит, что она и есть та самая женщина, о которой говорил Старк. К тому времени Сей был очень разочарован увиденным. Френ пытается вернуть его, посылая воздушный поцелуй, но от такого маленького поцелуя, как у Ферн, Сейн чувствует себя хищником. После этой неудачной попытки все замолкают, и Френ удивляется, что же пошло не так. В конце концов, Сен говорит им, чтобы они прекратили этот бред и оставили попытки уговорить его отправиться с ними. Затем он рассказывает своему брату, что, скорее всего, его друг уже мертв. Френ снова пытается уговорить его. К
Когда она спрашивает, почему он не может пойти с ними, Сен рассказывает о встрече, на которой он видел своего брата, когда тот был жив. Хайдер пытался завербовать его, чтобы он отправился в столицу, но мужчина решил остаться и присматривать за братом. Хотя Хайдер был впечатлен его преданностью, он все равно был разочарован, что не смог уговорить его поехать в столицу. Услышав все, что сказал Саян, старший брат подходит к нему и дает ему пощечину. По его словам, он никогда не жалел о своем решении остаться, и лучше бы умер, чем видел, как его брат ведет бессмысленную жизнь. Поздно вечером Сен извиняется перед Френ за брата и обсуждает с ней все условия, прежде чем уехать из города. Когда они выходят из города, Сен спрашивает, куда они направляются, и Френ отвечает, что в рай. Он говорит еще несколько слов и вскоре понимает, какой Френ грубиян. Через несколько недель Френ и ее спутники прибывают в Лаупские холмы на севере. Сначала они едут в соседний город с кучером в карете в качестве водителя. После нескольких минут молчания Сейн наконец заговорил и спросил Ферн и Старка, как давно они путешествуют вместе с Фререном. Когда они ответили, они продолжили путь, но через несколько минут Саян снова начал жаловаться. На этот раз он сказал, что в их компании не хватает одной важной вещи. Ферн подумала, что им нужен вор, чтобы защищать Фререн от ловушек в сундуках с сокровищами, а Сейн сказал, что им нужна женщина постарше с более соблазнительным телом. Старк сказал, что Фререн достаточно взрослая, чтобы справиться с этим, но Сейн попросил его показать самую соблазнительную часть ее тела. Чтобы избежать неприятностей, Старк сменил тему и указал на деревню впереди. К сожалению, когда они добрались до деревни, они обнаружили, что все жители без сознания. Син быстро подбежал, чтобы проверить их состояние, и с облегчением понял, что они все еще живы. Фререн предложила уйти из деревни так же, как они пришли, и Ферн разозлилась. В конце концов, они провели расследование и поняли, что на жителей деревни наложили проклятие. Фререн объяснила Старку, насколько опасны проклятия, и он очень испугался, думая, что уже слишком поздно спасать всех. К счастью, с ними был священник, похожий на Сина, и он начал искать проклятие и способ его снять, пока Фререн продолжала болтать. Когда она наконец попросила доказательств, Сейн попросил еще немного времени, чтобы закончить свое расследование. Тем временем Френ и двое других осматривают дома в деревне, и пока они это делают, Френ рассказывает о сути священства и основных преимуществах быть священником, среди которых высокая устойчивость к проклятиям. Она также объясняет, что даже она, эльфийский маг, не может ни распознать, ни защититься от проклятий. Но из того немногого, что она рассказала, становится ясно, что деревня все еще под действием проклятия. Старк и Френ пугаются, когда понимают, что скоро могут присоединиться к жителям деревни. В этот момент Сейн выясняет, что проклятие на деревню наложил монстр в лесу и убеждает их поскорее добраться туда, пока они все не уснули. Но как только они собираются идти, Старк падает и оказывается под действием проклятия. Френ просит священника разбудить его, но тот говорит, что это невозможно. Поэтому они отправляются в долгий путь, неся Старка на руках, и к ночи добираются до лагеря. Вскоре после отдыха Френ тоже засыпает. Когда Сейн и Френ замечают это, они создают барьер вокруг Френ и Старка, а затем отправляются в темноту на поиски монстра. Когда они подходят ближе, Френ предупреждает Сейн, чтобы она не сражалась с монстром в одиночку, но Сейн собирается ответить ей, но тоже засыпает. После нескольких попыток разбудить ее, Сейн сдается и кладет ее рядом с собой. Через несколько мгновений появляется монстр, которого Сэйян называет цветком хаоса, похожий на хищное растение, и нападает на него. Сэйян делает все возможное, чтобы не попасть под удар цветка. Когда он видит слабое место в его сердцевине, он выпускает атакующее заклинание, но цветок хаоса отражает его. Благодаря этому новому открытию Сэйян придумывает миллион способов, как можно было бы убить это существо. Он думает разбудить Френ, но потом понимает, что 5 секунд может не хватить, чтобы объяснить ей все, прежде чем она снова уснет. Он почти сдается, но вдруг вспоминает лекцию Хайдера о Фирин, которую тот читал давным-давно. Если Фэн такая, какой Хайдер описывал ее в бою, то у его плана есть шанс на успех. После того, как Сэйян уклоняется от последней атаки цветка хаоса, он будет Френ и пытается ей все объяснить. Без предупреждения Френ использует гибкую атаку Золтрака, чтобы уничтожить ядро и монстра. На следующее утро Ферн, Старк, Френ и Сейн возвращаются в деревню и обнаруживают, что все жители уже проснулись и благодарят их за победу над монстром, который лишил их средств к существованию. После того, как старейшина деревни благодарит их, Френ и ее команда наконец отправляются в путь в следующий город. По дороге Френ благодарит Сэя за помощь и гладит его по голове. Вскоре они добираются до Варига, города-крепости и перевалочного пункта для путешественников. Там Френ узнает, что у них почти закончились деньги. За мгновение до того, как они подошли к городским воротам, их заметил дворянин и подъехал к ним на карете. Выйдя из кареты, он спускается со своим дворецким, осматривает Старка и приглашает его в свой особняк на работу. Не успели они опомниться, как Старк уже оказался в особняке богача и разговаривал с ним. Мужчина начинает с того, что спрашивает у Старка его имя, но тут вмешивается Френ и говорит, чтобы он перестал приставать к ее напарнику. Мужчина подходит
подходит к Фёрн и спрашивает, не нужна ли ей мамочка, чтобы отвечать за нее. В этот момент Фёрн встает и просит своих людей уйти, но потом вспоминает, что они на мели, и успокаивается. Она выслушивает предложение дворянина. Когда они знакомятся, мужчина ведет Фёрн на экскурсию по своему особняку. Там он спрашивает ее о деревне в регионе Кли в центральных землях. Фёрн молчит, а мужчина продолжает экскурсию, пока они не подходят к огромной фреске с изображением его сына. Фёрн и Фрерин замечают поразительное сходство между сыном мужчины и Старком, но спрашивают, зачем это нужно. Мужчина, которого зовут Лорд Орден, говорит, что ему нужен Старк, чтобы заменить его сына, который погиб в бою около месяца назад. Поскольку никто еще не знает, что Вёрт мертв, мужчина хочет, чтобы Старк изображал его сына в течение нескольких месяцев, пока они восстанавливают силы, которые потеряли в битве. К концу трехмесячного срока Старк должен будет присутствовать на званом вечере и изображать остроумного человека, чтобы обмануть влиятельных людей. Как только вечер закончится, Старк сможет уйти. Услышав все это, Фрён спрашивает о вознаграждении, и Лорд Орден называет очень щедрую сумму. Она просит добавить к ней гримуар, и Орден соглашается. Продолжая разговор, Старк спрашивает мужчину, что он собирается делать со шрамом на голове, и Ардон говорит, что он должен гордиться этим шрамом, потому что все будут думать, что он получил его в недавнем бою. Старк ворчит, что жизнь становится все сложнее, а Фёрн говорит, что ему нужно собраться и помочь команде заработать немного денег. Договорившись об этом, Ортон поручает Гейблу обучать Старка этикету в течение следующих нескольких месяцев, пока Фёрн и остальные будут обедать и жаловаться, как будто они короли и королевы. Однажды Старк сталкивается с Фёрн и пытается использовать новую позу, которую он только что выучил. Сердце Фёрн замирает всего на мгновение, но она не показывает, что его поступок ее тронул. В конце концов, Старк подходит к мужчине, который называет себя его отцом, и спрашивает, почему он так неуважительно относится к своему сыну. Ардон усмехается и говорит, что он всего лишь выполняет предсмертное желание своего сына. После того, как они немного поговорили, мужчина ведет Старка во двор, где они находят второго сына, малыша, который тренируется. Старк чувствует, что здесь происходит сравнение с братом, но молчит и продолжает тренировку во дворе. Перед началом тренировки он спрашивает мужчину, что он думает о малыше. Ардон говорит, что хотя мальчик не так талантлив, как его старший брат, он все равно усердно работает, и этого в большинстве случаев достаточно. Старк говорит, что нужно почаще говорить об этом малышу, и Ардон отвечает, что он уже так часто это делает, что это уже начинает сказываться на мальчике. Старк усмехается и продолжает тренировку. В следующей сцене Арден звонит Фёрн и говорит, что ей нужно подготовиться к уроку этикета, чтобы она могла пойти на вечер с Старком. Не в силах отказаться от приглашения, Фёрн начинает готовиться к вечеру, который состоится примерно через месяц. На мероприятии Фёрн жалуется на стресс, через который ей пришлось пройти, и Старк говорит ей, чтобы она больше не недооценивала его. Извинившись друг перед другом, Старк берет Фёрн за руку и ведет ее на танцпол, чтобы показать несколько своих движений. Они грациозно танцуют, привлекая всеобщее внимание. Тем временем Фрерин продолжает есть торт и наслаждаться вечером. Когда вечер заканчивается, Старк в последний раз встречается с Арденом, чтобы получить свою плату. Арден благодарит его за хорошую работу и предлагает усыновить Старка вместо своего сына. Однако Старк говорит, что это невозможно. Затем он рассказывает о родном городе Старка и благословляет тот день, когда он нашел Старка в лесу, а потом говорит, как он обращался со своим сыном, когда видел его в последний раз. Старк также вспоминает, как несколько раз был груб со своим хозяином, и они оба говорят о потерянных родственниках. Несколько дней спустя у Фрён возникают трудности с выбором нового гримуара. Пока она пытается решить эту проблему, Старк и Арден наконец-то обсуждают свой опыт пребывания там, и все радуются за дворянина и его нового наследника. Перед тем, как продолжить основную историю, в другом воспоминании показана жизнь священника Сейна, когда он был намного моложе. В тот день его друг-путешественник, который был намного младше его, нашел его на рыбалке и притащил в деревню, чтобы их сфотографировал маг, который часто приезжал в их город. Тогда Сейн без задней мысли пошел за своим другом и сфотографировался с магом. Сейчас, спустя 10 лет, Сейн сидит у костра и смотрит на ту самую фотографию, которую он сделал со своим другом много лет назад. На этот раз фотография была в кулоне. Вспомнив старые времена, Сейн задумчиво смотрит в пустоту, переживая за своего друга. На следующий день они отправляются в путь и идут до самого региона Каэр, который тоже находится на севере. По дороге Фрерин рассказывает о своем давнем друге. Она говорит, что его зовут Старик Вол, и что она хочет с ним поговорить, пока он жив. Хотя Старк не считает это замечание вежливым, Фёрн рада, что у Фрерин все еще есть друзья, с которыми она может общаться. Как оказалось, продолжительность жизни гномов составляет от 300 до 400 лет, так что есть большая вероятность, что этот человек все еще жив. Фрерин идет с гордостью и радостью, надеясь, что она еще застанет старика, который ждет ее визита. Пройдя еще несколько миль, они добираются до деревни старика Вала. Там Фрерин и остальные находят старика, сидящего у входа в деревню. Фрерин делает все возможное, чтобы он вспомнил, кто она такая. К сожалению, старик совсем одряхлел, поэтому держится особняком. Старк недооценивает его и называет выжившим из ума. Чтобы преподать ему урок, Старк бьет старика по ноге, и тот падает на пол, крича от боли. Затем он говорит что-то о беспечности воинов и официально приветствует Фрерин в деревне.
После всех этих разговоров Фрейрин берет двух других с собой в деревню и оставляет Старка тренироваться со стариком. Вскоре после этого Френ просит дать ей какую-нибудь работу, так как она планирует остаться здесь на 10 лет или около того. Ферн предупреждает ее, что времени у них мало, всего неделя. Френ соглашается с Ферн и продолжает болтать со стариком, пока Саян и Ферн работают на ферме. После тяжелого рабочего дня фермер благодарит их за помощь и решает рассказать им кое-что о старике Вале. По его словам, старик Вал всегда был защитником деревни, сколько себя помнит, и даже сам старик не может объяснить, почему он так оберегает деревню. Теперь, когда у него появился друг, с которым можно поболтать, фермер рад за старика. Несколько дней спустя жизнь продолжается. Старк тренируется, а Фрейрин проводит время со своим старым другом. Однажды ночью, когда они идут по полю светящихся растений, Фрейрин спрашивает, как у Старка дела, и старик отвечает, что все в порядке. Она благодарит старика за то, что он помог ей познакомиться с Хемелом и остальными. В другом воспоминании Хемел и остальные трое благодарят старика за помощь. Пока они разговаривают, старик рассказывает о своей умершей жене-человеке и о том, как сильно она любила деревню, к которой он так привык. Возможно, именно обещание, данное жене, не позволяет ему покинуть деревню. Старик пытается преуменьшить свою значимость, говоря, что он слишком стар, чтобы даже вспомнить лицо жены. Но Хемел и остальные хвалят его за то, что он сдержал обещание, данное любимому человеку. В этот момент старик называет Хемела замечательным героем и благословляет его, обещая, что его память сохранится на долгие годы. Хемел смеется и говорит старику, что у них уже есть Фриан, которая, вероятно, проживет еще несколько тысяч лет, и она сделает то же самое для них. Старик Вол улыбается и хвалит Хемела за замечательных товарищей. Вспомнив это, старик Вол спрашивает Фриан, помнит ли она лицо Хемела. Френ немного обижается и говорит старику, что она все еще помнит Хемела, а также Хайдера и Айзена, потому что именно они заставили ее захотеть познакомиться с людьми. Старик снова хвалит ее за это и говорит, что хотя он уже не помнит лица своей жены, он все еще чувствует себя обязанным защищать деревню. Френ смеется и называет его шутником. Старик спрашивает Френ, куда она направляется, и Френ говорит, что они все направляются в Ариэль, страну, где отдыхают души вокруг Энды, где находится замок демонов. Услышав это, старик, который не знает, что король демонов уже побежден, благословляет Фрейрин. Фрейрин пытается рассказать ему правду, но быстро передумывает и обещает сохранить память о старике в далеком будущем. В конце их плодотворной встречи старик благодарит ее за то, что она пришла навестить его в последние минуты его жизни. На следующий день Фэн и остальные собирают вещи и покидают деревню. Когда они выходят из деревни, старик окликает ее и сообщает, что прошлой ночью ему приснилась его жена. Фэн улыбается старику и продолжает свой путь. Через несколько дней они добираются до поселения на дороге Роор, все еще в 29 году после смерти Химеля. Там они останавливаются и ждут, пока Шон закончит расспрашивать местных жителей. Когда он заканчивает, они продолжают путь на север. Старк просит Сени рассказать, о чем он спрашивал местных жителей, и Сени спрашивает Старка, помнит ли он еще, почему он отправился в это путешествие с ними. Когда Старк говорит, что нет, Сени показывает всем фотографию в своем медальоне и напоминает им, почему он с ними. Оказывается, он спрашивал местных жителей, не видели ли они кого-нибудь похожего на его друга. Теперь, когда он убедился, что ответа нет, он убеждает своих друзей продолжать путь на север, пока они не наткнутся на проигравшего. Старк спрашивает, как зовут проигравшего, и Сени говорит, что это воин-партизан, уникальное имя, которое трудно забыть. Вдобавок Сени называет всем его прозвище «бородатый священник», и это заставляет остальных думать, что он странный. Они идут дальше и добираются до ущелья, которое соединяет бывшую деревню с островом. Если они смогут идти еще неделю, то быстро доберутся до большого города. Но перед этим Сейн просит их сделать крюк, чтобы зайти в деревню неподалеку от ущелья и найти его друга. Остальные тоже хотят отдохнуть, поэтому они соглашаются. Через некоторое время они приходят в деревню, и Сейн спрашивает первого встречного о партизане. К его удивлению, мужчина знает этого странного парня и направляет их к упрямой старухе, которая живет на плато в нескольких шагах от деревни. Сейн и его спутники следуют за мужчиной и приходят к старухе. Они спрашивают ее о партизане, и она дает им несколько заданий, прежде чем рассказать, где он находится. Первое задание – отнести письмо Нагилю, кузнецу из соседнего города. У них нет выбора, поэтому они берут письмо и отправляются в соседний город. По дороге Фрейран рассказывает им несколько историй о том, как Хемель справлялся с делами в свое время. Вскоре они добираются до города и отдают письмо. Вернувшись в деревню, они продолжают выполнять странные задания старухи, иногда им приходится сражаться с монстрами. Последнее задание – вымыть статую, которую старуха дает им в ведре с полиролью, и пойти с ней в лес, чтобы найти эту статую и отполировать ее. Они вчетвером идут за ворчливой старухой в лес и обсуждают героев, чьи статуи давно забыты в лесу. В конце концов они добираются до места, и Сейн пытается вспомнить, кого изображает статуя. После тщательного осмотра Старк узнает мужчину справа,
Это Крафт, эльф, которого они встретили суровой зимой. Что касается мужчины слева, они не могут его узнать. Когда Сейн видит эти статуи, воспоминания возвращаются к нему, и он вспоминает, как Хайдер впервые привел его и воина-гориллу, который тогда был его другом. Хайдер сказал им, что герои прошлого легко забываются, и посоветовал не забывать его имя. Его друг выбрал себе прозвище Воин-горилла, а Хайдер дал ему прозвище Бородатый священник. Когда Сейн возвращается в реальность, упрямая старуха наконец-то говорит ему, что его друг часто рассказывал о нем и о его планах стать героем. В конце концов, Сейн покидает деревню немного опечаленным, потому что узнал, что его друг живет в Туре, торговом городе, который находится напротив большого города, куда они направлялись.